Первым приготовлю привычный вариант праздничного салата с майонезом. Он сытный, пикантный, но при этом не слишком тяжелый благодаря горошку. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под этим видео. Горошек отправляю в кипящую подсоленную воду и провариваю в течение минуты с момента закипания, после чего откидываю его на сито и обдаю холодной водой, чтобы резко остудить его и сохранить яркий цвет. Даю горошку стечь. Этим временем займусь остальными ингредиентами. Сыр режу небольшими кубиками и отправляю в глубокую миску. Куриный окорочок избавляю от кожи и снимаю мясо с костей. Нарезаю мясо небольшими кусочками, отправляю к сыру. Режу мелко луковицу, отправляю ее к сыру и курице. Рублю маринованные грибы, отправляю их в миску. Туда же высыпаю горошек. Пропускаю через пресс чеснок и добавляю по вкусу перец. Заправляю салат майонезом. Использую домашний, готовится который буквально за пару минут. Ссылку на рецепты оставлю в описании под роликом. Если необходимо, можно дополнительно его присолить по вкусу. Следующий салат я особенно люблю. Благодаря пикантной заправке свекла и картофель получаются яркими по вкусу. Лук промариновывается, а зелень, сыр и орешки создают контраст. Список ингредиентов на экране и в описании. Я заранее отварила картофель и запекла свеклу. Луковицу режу тонкими четвертькольцами. Картофель и свеклу режу довольно крупно. Мне нравятся такие большие по размеру кусочки в этом салате. Так он выглядит текстурно, изящно и визуально не смотрится на столе как каша. По желанию можно сделать кусочки мельче, но попробуйте сперва так. Теперь готовлю заправку. Смешиваю горчицу с медом, уксусом и растительным маслом. Приправляю солью и перцем и интенсивно перемешиваю до образования эмульсии. Выливаю заправку к луку с картофелем и свеклой и бережно перемешиваю. Накрываю и убираю в холодильник до момента подачи. За это время вкус салата станет очень насыщенным. Перед подачей еще раз перемешиваю массу. На широкую тарелку выкладываю щедрый слой рукколы. Подойдет и другая зелень, но руккола тут будет особенно хороша. На зелень выкладываю салат, сверху крошу сыр, у меня мой домашний адыгейский из прошлого видео. В завершение посыпаю салат орешками. Я использую кедровые, но также сюда прекрасно впишутся и грецкие. Третий салат привнесет буйство красок на праздничный стол. Он легкий благодаря овощам, но при этом сытный и насыщенный, так что я его рассматриваю также и как легкий гарнир. За праздничным столом с обилием блюд это очень актуально. Список ингредиентов на экране и в описании. Кукурузу откидываю на сито, а затем отправляю в блюдо, в котором буду салат и подавать. Фасоль откидываю на сито и слегка промываю, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Перец очищаю и нарезаю кусочками около 6-8 мм. Морковь я заранее отварила, очистила и нарезаю примерно такими же кусочками, как и перец. Черешки сельдерея нарезаю кусочками толщиной около 4 мм. Мелко рублю петрушку. В блюдо к кукурузе отправляю сельдерей, морковь, фасоль, перец и петрушку. Готовлю заправку. Смешиваю горчицу с уксусом, маслом, солью и перцем. Перемешиваю до образования эмульсии. Выливаю заправку в салат и перемешиваю. Готовый салат может отлично простоять в холодильнике сутки, не стечет и не станет хуже. Я проверяла. Возьмите крупную морковь, 150 граммов корня сельдерея и одно сладкое яблоко. Сладости и сочности добавим при помощи зерен граната, а заправка будет состоять из 3 столовых ложек растительного масла, у меня оливковое, 1 столовой ложки лимонного сока, 2 чайных ложек французской горчицы и 1 чайной ложки меда, а также соли и перца. Заправка. В банку влейте масло, лимонный сок. Добавьте горчицу и мед.
Всыпьте щедрую щепотку соли и свежемолотый перец, черный или смесь на ваш вкус. Плотно закройте банку крышкой и интенсивно потрусите ее, пока заправка не превратится в эмульсию. Ее вы можете сделать заранее, пускай ждет в холодильнике. Теперь основные ингредиенты. Вооружитесь крупной теркой, ну а я своим шустриком-комбайном. Устанавливаю насадку с крупной теркой и вперед. Сперва натрите корень сельдерея. Раньше я терпеть его не могла, а в этом салате обожаю. И в солянке, которая вышла как раз перед этим видео. Затем натрите морковь. Теперь удалите сердцевину из яблока и очистите его от кожуры. В этом салате нужна сладость яблока, а вот текстура кожуры будет лишней. Яблоко нужно тоже натереть на крупной терке. Отправляйте овощную смесь в удобную для смешивания глубокую миску. Влейте в салат ранее приготовленную заправку. Перемешайте до равномерного распределения. Вкус заправки идеально дополнит сладкие, яркие вкусы сельдерея, моркови и яблока. Наконец, финальный штрих, который придаст фруктовой сочности и сделает текстуру салата более интересной – гранат. Добудьте из спелого плода пару горстей зерен граната и, разложив салат по тарелкам, посыпьте блюдо зернами сверху. Очень аппетитно и вкусно. Возьмите по 150 граммов белой и красной капусты, моркови и редьки, а также 3 стебля зеленого лука для свежего вкуса. Главная изюминка салата – поджаренный арахис 70 граммов. Для заправки потребуется 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка лукового порошка и половина чайной ложки сушеного чеснока, а также соль и перец. Готовим заправку. Все предельно просто и быстро. В банку влейте масло, лимонный сок. Добавьте соль, луковый порошок и сушеный чеснок, а также перец по вкусу. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите до объединения. Порубите поджаренный арахис. Нужно получить неоднородную крошку, чтобы в салате попадались и мелкие, и крупные кусочки, которые сделают вкус салата очень ярким, а также сделают интересную текстуру. Порубите зеленый лук. Теперь в дело вступает мой комбайн, или же воспользуйтесь крупной теркой. Натрите редьку, а затем морковь, а потом нашинкуйте белую и красную капусту. Отправляйте овощи в удобную глубокую миску. Добавьте зеленый лук, влейте заправку и перемешайте салат. Щедро посыпьте салат рубленым арахисом во время подачи. Для этого салата возьмите 1 свеклу, 50 граммов грецких орехов и 100 граммов брынзы, а также 3 веточки петрушки. Для заправки потребуется 2 столовые ложки растительного масла и по 1 столовой ложке бальзамического уксуса и соевого соуса. Первым делом подготовьте свеклу. Тщательно вымойте ее, плотно заверните в щедрый кусок фольги и пеките до мягкости в духовке при температуре 200 градусов. Для заправки смешайте в банке масло, бальзамический уксус и соевый соус. Закройте и потрусите банку до объединения. Соли из соевого соуса и брынзы будет достаточно, поэтому дополнительно солить салат необходимости нет. Грецкие орехи порубите. Для более интенсивного вкуса их лучше слегка поджарить, но лишь слегка. Брынзу разомните руками до состояния крошки. Мелко порубите зелень петрушки. Запеченную свеклу очистите и нарежьте крупными кубиками, размером сантиметра 1,5-2.
Теперь смешивание. Отправьте в миску свеклу, к ней добавьте орехи и заправку, перемешайте. Теперь добавьте брынзу и петрушку, перемешайте еще раз. Я заранее отложила понемногу орехов, брынзы и зелени, чтобы уже во время подачи салат выглядел более ярко. Все-таки свекла окрасит брынзу, и она станет розовой, а белый цвет сыра и зеленый цвет петрушки на фоне свекольного смотрятся очень контрастно. Возьмите 300 граммов варено-копченой ветчины, по 200 граммов огурца и редьки и одну красную луковицу, которую мы замаринуем в 2 столовых ложках уксуса и 100 граммах горячей воды. У меня уксус бальзамический. Для блинчиков возьмите 1 яйцо и 2 желтка, 100 граммов молока и по 30 граммов пшеничной муки и растительного масла. Также стандартно потребуется соль и перец и 2-3 столовые ложки майонеза, у меня домашний. Первым делом следует заняться луком, чтобы он успел замариноваться к моменту сборки салата. Разрежьте очищенную луковицу надвое, срежьте хвостики и нарежьте тонкими перьями. Для маринования лучше всего использовать какой-нибудь натуральный уксус или лимонный сок. Так у лука не будет резкого вкуса. Отправляйте лук в глубокую миску, влейте уксус и горячую воду. При помощи вилки или ложки погрузите лук в жидкость, чтобы он мариновался равномерно и ни один кусочек не остался без внимания. Для яичных блинчиков влейте молоко в какую-то удобную емкость, у меня просто банка. Добавьте щепотку соли, влейте растительное масло, всыпьте муку. Добавьте яйцо и желтки. Слегка перемешайте смесь, чтобы вся мука погрузилась в жидкость, а затем пробейте тесто блендером до однородности и исчезновения комочков. Выпекайте блины на хорошо разогретой сухой сковороде, если у вас антипригарное покрытие. Размер сковороды значения не имеет. Тесто довольно жидкое, и поэтому каждый блинчик будет очень тонким. Распределять такое тесто очень легко. Когда зарумянится одна сторона, переворачивайте блинчик на другую. Буквально 5 секунд и можно снимать. Нарежьте овощи и ветчину. Редьку, у меня дайкон, очистите и нарежьте пластинами около 3 мм толщиной. Затем порубите соломкой. Огурец нарежьте аналогично, на пластины и соломкой. Овощи придадут вкусу салата свежесть и хрусткость текстуре. Ветчину нарежьте чуть более толстой соломкой. Если вы не хотите использовать варено-копченую ветчину, можно взять и просто отварное мясо или отварное говяжье сердце. Но копченая нотка тут очень хорошо сочетается с маринованным луком, и салат получается пикантным. Сверните рулетиком яичные блинчики и нарежьте их лапшой около 6 мм шириной. Отправляйте блинную лапшу в миску с ранее нарезанными ингредиентами, деликатно встряхивая ее руками. Отожмите лук от маринада и добавьте его в салат. Щедро приправьте салат перцем. Заправьте салат парой-тройкой ложек майонеза. Я использую домашний майонез, ссылку на его рецепт я оставлю в описании. В видео целых 3 рецепта, и все они готовятся за считанные минуты. Перемешивайте салат бережно и нежно. Подавать его можно как в общей посуде, или же разложив порционно. Для 2 больших или 4 небольших порций возьмите 250 граммов нежирной свинины, 1 красный сладкий перец, 100 граммов стручковой фасоли, 1 хурму. Если вы не любите терпкий вкус хурмы, возьмите шарон. Также потребуется половина кочана салата айсберг, 2 крупных мандарина, 20 граммов цельнозерновой горчицы, растительное масло и 4 столовые ложки соевого соуса. Стручковую фасоль отварите в подсоленной воде в течение минуты с момента закипания, после чего резко охладите ее в ледяной воде и откиньте на сито. С одного мандарина снимите цедру на мелкой терке, не задевая белую часть. Нужна только оранжевая, яркая и сочная. Затем выжмите сок из обоих мандаринов. Если в сок попадет мякоть, ничего страшного, процеживать не нужно. В сок добавьте ранее натертую цедру. Добавьте в будущий соус горчицу и 4 столовые ложки соевого соуса.
Перемешайте и попробуйте. Возможно, потребуется откорректировать вкус по соли. Займитесь нарезкой. Свинину нарежьте соломкой толщиной около сантиметра. Нарежьте соломкой сладкий перец, вымыв и очистив его от семенной коробочки. Хурму или шарон вымойте и нарежьте пластинами толщиной 2-3 мм. Нарежьте айсберг кусочками размером в пару сантиметров. Айсберг хорошо дружит с теплыми салатами и сохраняет хрусткость. Сильно разогрейте сковороду, влейте туда пару столовых ложек масла и отправляйте обжариваться свинину, не убавляя огонь. Мясо ни в коем случае не должно начать выделять сок и тушиться в нем. Нам нужна обжарка до приятно золотистого цвета. В процессе приготовления помешивайте кусочки мяса, чтобы они не слипались и обжарка шла равномерно. Переложите обжаренное мясо в какую-то миску, оставляя в сковороде масло, и отправляйте туда сладкий перец и отваренную фасоль. Помешивая, готовьте полминуты, а затем влейте в овощи 3/4 мандаринового соуса. Оставьте овощи готовиться до тех пор, пока соус не выпарится и не загустеет, а затем верните в сковороду свинину, перемешайте и выключите огонь. Соус превратился в ароматную сладкую глазурь. Пришло время сборки салата. Выложите на тарелку для подачи слой салата айсберг, с одной стороны ряд пластин хурмы. Сбрызните салат и хурму оставленным мандариновым соусом. Выложите горячую свинину с овощами в густой глазури и сразу же подавайте салат, пока он не остыл. Салат из пекинской капусты и сардины. Отлично подойдет как сытный перекус, потому что помимо сардины я добавлю в него фасоль. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом откидываю на сито кукурузу и фасоль. Фасоль можно отварить самостоятельно, а можно использовать готовую. Я дополнительно промываю фасоль, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Пока кукуруза и фасоль стекают, занимаюсь остальными ингредиентами. Пекинскую капусту нарезаю довольно тонко, отправляю в глубокую миску. Сладкий перец режу соломкой. Укроп мелко рублю. Красный лук режу тонкими полукольцами. Перец, укроп и лук отправляю к капусте. Туда же отправляется кукуруза и фасоль. Теперь открываю банку сардин. Масло из банки сливаю, но сохраняю. Я буду использовать его как часть заправки, чтобы придать салату более насыщенный рыбный вкус. Саму сардину слегка разминаю вилкой. Вливаю к сардине 3 столовые ложки масла из банки и выжимаю лимонный сок. Отправляю в миску с овощами и фасолью. Приправляю салат солью и перцем и перемешиваю. Если вижу, что салату не хватает влажности, понемногу добавляю еще масло, оставшееся от сардины. Овощной салат с нутом и яркой пикантной заправкой. Список ингредиентов на экране и в описании. Сперва откидываю на сито нут и промываю его, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Как и в случае с предыдущим рецептом, можно отварить нут самостоятельно, но я использую готовый из банки. Режу пекинскую капусту. Шинкую красную капусту. Режу соломкой морковь. Если есть терка для моркови по-корейски, можно воспользоваться ею. Рублю зеленый лук, петрушку и укроп. Отправляю капусту, морковь, зелень и нут в глубокую миску. Приступаю к приготовлению яркой заправки. Натираю на мелкой терке очищенный имбирь. Имбирь отправляю в небольшую глубокую миску. Добавляю горчицу, соевый соус и лимонный сок.
Вливаю растительное масло и острый соус. Можно использовать табаско, а я взяла свой домашний острый соус. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Солю и перчу заправку и перемешиваю до состояния эмульсии. Выливаю заправку в салат и тщательно перемешиваю до равномерного распределения. Салат с неожиданным ингредиентом, который придаст ему яркую текстуру. Список ингредиентов в описании и под видео. Начинаю с нарезки пекинской капусты и моркови. Морковь нарезаю соломкой, как и для предыдущего салата. Отправляю капусту и морковь в глубокую миску. Режу соломкой копченое куриное филе. Зеленый лук режу диагональными кусочками. В глубокую миску отправляю нарезанные ингредиенты. А теперь время неожиданного ингредиента. И это вермишель быстрого приготовления. Ее нужно покрошить. Я прекрасно понимаю, что этот ингредиент может отпугнуть, но не спешите сбегать. В салате в итоге его будет не так много, а текстура получится очень необычной и интересной. Готовлю заправку. Смешиваю мед, горчицу, перец и соль. Всыпаю половину специй от лапши, вливаю яблочный уксус и слегка перемешиваю, чтобы разошелся мед. Затем вливаю растительное масло и перемешиваю заправку до образования эмульсии. Вливаю заправку в салат и перемешиваю до равномерного распределения. Добавлять вермишель в салат стоит в самый последний момент, перед подачей, чтобы сохранилась хрусткость. Быстро перемешиваю и салат готов. Недавно в магазине мой взгляд упал на пекинскую капусту вот такого волшебного цвета, но естественно подойдет и обычная пекинка. Итак, возьмите четверть кочана пекинской капусты, одно куриное филе, 4 мандарина и 4-5 веточек петрушки. Также потребуется растительное масло, соевый соус, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 корешок имбиря, соль и перец традиционно, а также кунжут для посыпки. Сперва нужно приготовить куриное филе. Приготовим его так, что оно получится идеально сочным и нежным. Посолите и поперчите его с обеих сторон, а затем хорошенько раскалите сковороду, влейте на нее немного растительного масла и обжаривайте филе по 3 минуты с обеих сторон под крышкой на сильном огне. После обжарки переложите куриное филе на кусочек фольги, заверните его и пускай отдохнет, пока будем заниматься остальными ингредиентами. Займемся заправкой. На мелкой терке натрите имбирь. Не нужно тратить время и чистить его, просто хорошенько помойте. Переложите имбирь в небольшое сито, установите сито на баночку и хорошенько отожмите в нее имбирный сок. Это будет самый сильный вкус в заправке. К имбирному соку влейте 1 столовую ложку лимонного сока, 2 столовые ложки соевого соуса и 3 столовые ложки растительного масла. Добавьте немного соли и перца. Несмотря на то, что в заправке есть соевый соус, присолить все же нужно, иначе после заправки салат будет пресным. Все-таки в нем довольно много капусты, плюс сладкие мандарины, нужно сбалансировать вкусы. Баночку закройте крышкой и хорошенько потрусите, чтобы образовалась эмульсия. Крупно нарежьте пекинскую капусту, я просто в восторге от этого цвета. В сочетании с оранжевыми мандаринами и зелеными вкраплениями петрушки это будет не только вкусовой, а и цветовой взрыв. Мелко порубите петрушку. Отправляйте капусту и петрушку в удобную большую миску. Теперь тщательно очистите мандарины. Снимите кожуру и удалите белые мягкие пленочки, чтобы остались как можно более чистые плоды. Разделите каждый мандарин на 2-3 части, а затем разрежьте каждую часть на 3 пластины, как показано на видео. Если в мандаринах будут косточки, их нужно аккуратно удалить.
Разверните куриное филе. Оно невероятно нежное и сочное. Нарежьте его тонкими пластинами, а самые длинные пластины лучше разрезать напополам. Отправляйте мандарины и курицу в миску с капустой и петрушкой. Влейте в салат имбирно-соевую заправку и деликатно перемешайте его. Я традиционно делаю это руками. Это самый нежный способ. Нужно сохранить целостность мандаринов, не измять капусту, но при этом заправка должна распределиться равномерно. Завершающий штрих – немного кунжута перед подачей. Для рыбного салата возьмите 2 банки тунца в масле, 1 свеклу, 1 крупный огурец. Заправку приготовим из 150 граммов адыгейского сыра и 150 граммов греческого йогурта. Добавим в нее 1 чайную ложку орегано, половину чайной ложки сушеного чеснока, а также соль и перец. Первым делом приготовим заправку, чтобы она настоялась. Разомните вилкой адыгейский сыр. Он нежный по текстуре и делается это довольно легко. К сыру добавьте чеснок, орегано, соль и перец. Затем добавьте в заправку греческий йогурт и хорошенько вымешайте соус. Он насыщенный, густой. Идеальное дополнение для нежирного тунца и овощей. То, что сделает салат сытным. Теперь откройте баночки с тунцом и откиньте его на сито. Пускай масло стечет, но оно нам еще понадобится. Добавьте в заправку 4-5 столовых ложек масла от тунца. Это масло привнесет вкус рыбы и в заправку, и салат получится очень насыщенным. Сами ломтики тунца разомните вилкой. Огурец разрежьте на пластины, затем соломкой и после небольшими кусочками размером миллиметров 5. Таким же образом нарежьте и свеклу. Подать такой салат можно по-разному. Можно собрать в сервировочном кольце, чтобы продемонстрировать слои. Можно подавать в порционных формочках, а можно в общем блюде. Я соберу по-разному. Несмотря на то, как вы решите подавать салат, порядок слоев будет одинаковым. Начну с кольца. Сперва выложите слой свеклы, смажьте его слоем заправки и с сыром, затем выложите тунец, опять слой заправки и завершающий слой огурцы. То же самое для порционной формочки. За кадром большая форма для оставшихся ингредиентов. В принципе, там все точно так же. Подавать этот салат можно сразу после приготовления. Так как и заправка настоялась, и в ней масло от тунца, нет необходимости настаивать и пропитывать салат. Это очень удобно. Возьмите 200 граммов крабовых палочек, 200 граммов консервированной кукурузы, 4 сваренных вкрутую яйца, 100 граммов риса в сухом виде. Я использую длинный рис сорта жасмин. Также потребуется салатный огурец и 200 граммов майонеза. У меня, конечно же, домашний, ссылку на рецепт я оставлю в инфобоксе под видео. Как я уже сказала, яйца нужно сварить вкрутую. Также отварите рис. Для салатов я всегда отвариваю рис в большем количестве воды, чем если бы готовила просто рисовую кашу. Делаю это для того, чтобы рис был максимально рассыпчатым. Отваренные и очищенные яйца нарежьте. Я режу довольно мелкими кусочками, ориентируюсь на размер зернышек кукурузы. Можно даже нарезать их помельче. Небольшие кусочки нужны именно для той подачи, которую я предлагаю.
Теперь нарежьте и сами крабовые палочки. Каждую палочку разрежьте на 4 части, а затем порубите маленькими кусочками, примерно такими, как были нарезаны яйца. Ингредиенты приблизительно одного размера в готовом салате будут выглядеть очень аккуратно. Собирать салат я буду при помощи вот таких вот сервировочных форм. Есть толкатель, который поможет выйти салату аккуратно. Можно использовать и круглые кольца, а за неимением использовать подручные средства. Например, вырезать кольцо из пластиковой бутылки. Собираем. Установите на блюдо для подачи сервировочную форму. Внутрь каждой отправьте отваренный рис, чтобы заполнить форму на четверть. Деликатно утрамбуйте рис, чтобы он лег ровным слоем. Смажьте рис небольшим количеством майонеза. Я использую для этого кондитерский мешок. В небольшой форме так работать очень удобно. Получается аккуратно и намного быстрее. Слегка разровняйте майонез для того, чтобы слой был равномерным. Следующим слоем идут отваренные яйца. Ими заполните форму еще на четверть. Слегка утрамбуйте их. Кстати, для утрамбовки можно использовать как чайную ложку, а также и сам толкатель из комплекта. Яйца тоже покройте слоем майонеза. После яиц будет идти слой крабовых палочек. Выложите кусочки, распределите их и бережно утрамбуйте. Еще один слой майонеза и финальный слой – яркие зернышки кукурузы. Выложите, распределите, слегка утрамбуйте. Если слои не утрамбовывать, салат не будет держать форму после того, как вы извлечете его из сервировочных форм. Добавим салату яркий цветовой штрих и свежий аромат. При помощи экономки нарежьте огурец длинными тонкими слайсами. Покройте слайсами огурца каждую порцию салата. Можно создать диагональную линию или покрыть огурцом всю поверхность салата, наложить огурец вдоль или поперек. Делайте так, как вам больше нравится. Потребуется 4 отваренных яйца. У меня они плохо очистились, но тут это не важно. Также возьмите 250 граммов крабовых палочек, столько же черешкового сельдерея, 2 столовые ложки нежирной сметаны и 2 чайные ложки французской горчицы, а еще соль и перец. Нарежьте сельдерей пластинами толщиной в 1,5-2 мм. Раньше я дико не любила его, но в таких салатах он открылся по-новому. Придает свежесть, хрусткость и легкость. Нарежьте крабовые палочки. Сперва разрежьте каждую вдоль, а затем порубите кусочками толщиной около сантиметра. Пришла очередь яиц. Каждое разрежьте напополам, затем на 2-3 части и порубите кусочками около 6-8 мм. Нарезанные ингредиенты отправляйте в глубокую миску, в которой и будет смешиваться салат. Щедро посолите, а также приправьте салат перцем. Добавьте горчицу и сметану. Если цельнозерновая горчица вам не нравится, используйте обычную, но не острую, и лучше взять ее вдвое меньше. Перемешайте салат. Делайте это деликатно, но так, чтобы заправка равномерно распределилась. Возьмите 300 граммов пекинской капусты, 250 граммов крабовых палочек, 1 желтый сладкий перец, 150 граммов зеленого горошка, 1 красную луковицу, 3 столовые ложки жирного йогурта, 2 чайные ложки французской горчицы, а также соль и перец. Приготовьте заправку. Смешайте жирный йогурт с горчицей. Приправьте солью, перцем по вкусу и тщательно перемешайте. Вместо жирного йогурта можно использовать нежирную сметану. Замороженный горошек отправляйте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания в течение минуты, после чего обдайте холодной водой и откиньте на сито. Нарежьте пекинскую капусту довольно крупно, продольными кусочками около 2 см толщиной. Внешние листья я обычно снимаю и нарезаю отдельно, они крупнее, и так в итоге кусочки получаются более однородными по размеру. Оставшуюся часть просто разрезаю вдоль и рублю. Отправляйте капусту в глубокую миску. Разрежьте напополам очищенную красную луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами.
Нарежьте очищенный сладкий перец. Разрежьте его на 4 части, а затем порубите крупной соломкой около 6-8 мм толщиной. В капусте отправляйте перец, лук и зеленый горошек. Нарежьте крабовые палочки. Каждую палочку разрежьте по ширине вдоль, а затем диагональной соломкой. Такой размер и форма кусочков будут сочетаться с овощами в готовом салате. Отправляйте крабовые палочки к овощам. Бережно перемешайте салат. Я делаю это руками. Это самый деликатный способ. Если вы такой способ не любите, перемешайте так, как вам удобнее. Теперь добавьте в салат ранее подготовленную заправку и перемешайте до равномерного распределения. Так как салат до добавления соуса мы уже перемешали, заправка распределится быстрее и сам салат останется более хрустящим, не подавленным. Список всех ингредиентов я оставила в описании под роликом. Как я уже говорила, для ежедневного варианта вместо стейка тунца можно смело взять обычный консервированный или сардину. На моем канале есть домашний рецепт, ссылку оставлю. Салатные листья могут быть любыми по вашему вкусу. Вместо плодов каперсов, как у меня, можно взять почки, они придадут пикантности. Начинаю с подготовительных работ. Их можно без напряга сделать заранее и перед обедом или ужином просто собрать салат. Итак, картофель я заливаю водой, добавляю щедро соли и отвариваю до готовности. Мне нравится розовый картофель, так как он не очень разваривается и сохраняет форму. Готовый картофель остужаю. Использовать буду прямо с кожурой, по желанию ее можно очистить. Отвариваю яйца. Мне нравятся в этом салате яйца всмятку, так что я аккуратно закладываю яйца в подсоленную кипящую воду и варю их в течение 7 минут. Чтобы при отправке в кипяток скорлупа не треснула, я погружаю яйцо в кастрюлю и держу секунд 20 в ложке и только потом уже опускаю на дно. Готовые яйца остужаю в холодной воде. У меня в морозилке нашелся лед, так что добавила его в воду, чтобы процесс был более быстрым. Если яйца всмятку не любите, отварите вкрутую. Стейки тунца я купила в замороженном виде и дала оттаять в холодной воде. В идеале дайте им медленно оттаять в холодильнике, так текстура сохранится лучшим образом. Разогреваю на максимуме сковороду и вливаю ложку масла. Отправляю на сковороду стейки тунца и обжариваю по 30-40 секунд на каждой стороне, не убавляя огонь. Важно прирумянить их снаружи, но чтобы внутри они остались розовыми. В противном случае тунец будет сухим и жестким. Готовый тунец перекладываю на тарелку. Готовлю заправку бальзамический винегрет. Также сюда отлично подойдет и классический винегрет. Ссылку на видео с салатными заправками оставлю в описании. В банку влейте 1 столовую ложку меда. Если у вас мед густой, его лучше немного подогреть. Добавьте к меду 3 столовые ложки бальзамического уксуса, который обладает неповторимым карамельным вкусом и насыщенным цветом. Влейте в банку 4 столовые ложки растительного масла. Я использую простое рафинированное. Добавьте 2 чайные ложки французской цельнозерновой горчицы. Приправьте соус солью и перцем, а также всыпьте 1 чайную ложку смеси итальянских трав или прованских трав. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока заправка не станет однородной. Приступаю к сборке салата. Разрезаю картофель напополам и режу толстыми полукружочками. Рублю плоды каперсов. Маслины оставлю целыми, хоть они и с косточками, так мне красивее. По желанию можно очистить. Помидоры у меня коктейльные, небольшие, режу их напополам. Более крупные плоды стоит разрезать на 4-6 долек. Стейки тунца нарезаю кусочками толщиной в 4-5 мм. Очищаю от скорлупы яйца и разрезаю каждое надвое. Делаю это аккуратно, чтобы желток сохранился внутри, не вытек. Рублю зеленый лук. Смешиваю салатную зелень с нарубленным зеленым луком, руками, деликатно. Сервирую. На тарелку для подачи выкладываю слой салатной зелени с луком. Далее идет картофель, каперсы и маслины. Затем помидоры, а сверху выкладываю кусочки тунца.
укладываю яйца. Щедро поливаю салат заправкой. Возьмите 2 печеные свеклы и 1 печеное куриное филе с кожей. Дальше подготовку я покажу. 50-70 граммов козьего сыра или феты, если вы не любите первый, шпинат 2-3 горсти. Для заправки нужно 6 столовых ложек растительного масла, у меня оливковое, 4 столовые ложки апельсинового сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки французской горчицы, соль и перец. По логике начну с подготовки. Вы можете все сделать заранее, чтобы процесс приготовления был максимально быстрым. У меня тут 4 свеклы, по 2 на рецепт. Их нужно помыть и завернуть в фольгу и уложить на противень. Куриное филе посолите и поперчите с обеих сторон, уложив на кусочек фольги. Отправляйте его на противень к свекле, сформировав небольшие бортики из фольги, чтобы сохранить выделяющиеся соки. Готовьте свеклу и куриное филе при 220 градусах. Куриное филе будет готово через 20-25 минут, а свеклу нужно будет печь примерно минут 40 до мягкости. Готовим заправку. Идем по моему любимому методу. Готовим заправки в банке. Итак, из апельсина нужно выжать сок и отмерить 4 столовые ложки. Если в нем были косточки, сок процедите. Влейте в удобную банку растительное масло, добавьте французскую горчицу, апельсиновый сок. Посолите и поперчите заправку. Выдавите в банку 2 зубчика чеснока через пресс. Если нет пресса, просто мелко порубите. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите ее, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Куриное филе нарежьте пластинами толщиной около 5 мм. Благодаря тому, что на нем была кожа и оно запекалось при высокой температуре и не очень долго, мясо сохранило свою сочность. Если вдруг кто-то из едоков не любит кожу, просто снимите ее перед нарезкой готового филе. Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее дольками. Если такие крупные кусочки вам не нравятся, нарежьте ее мельче. В глубокую миску отправляйте свеклу и влейте к ней половину апельсиновой заправки. Деликатно перемешайте. Теперь добавьте к свекле 2-3 крупные горсти шпината и очень бережно перемешайте, чтобы заправка распределилась и по нему, но при этом он не помялся. Именно поэтому я делаю это самым лучшим способом – руками. Осталась сервировка. Как я уже говорила, у вас получится от 2 до 4 порций. На видео я разложила весь салат на 3 порции. Сперва раскладываю свекольно-шпинатную основу. Теперь нужно покрошить сверху нежный козий сыр. Дальше уложите сверху нарезанное куриное филе с одной стороны, чтобы остались видны и другие компоненты. Если смешать куриное филе сразу с салатом, оно окрасится в розовый цвет и не будет выглядеть так ярко и заманчиво. Полейте куриное филе оставшейся частью заправки. Посмотрите, как это красиво! Возьмите 2 печеные свеклы, 2-4 яйца, 1 красную луковицу, 240 граммов отваренного нута. Можете сварить сами, а я взяла готовый в банке. Текстурный компонент 25-30 граммов подсолнечных семечек. Для заправки возьмите 6 столовых ложек растительного масла, 1 лимон, 1 столовую ложку меда, 2 чайные ложки горчицы, соль и перец. Для подачи какие-то салатные листья, чтобы добавить цвета.
Яйца отварите в мешочек в течение 3-4 минут с момента закипания. Семечки поджарьте на сухой сковороде, чтобы их вкус стал более интенсивным. Готовим заправку. С лимона снимите цедру и выжмите сок. Нам потребуется 3 столовые ложки лимонного сока и вся цедра. У меня лимон был не очень сочный, поэтому я получила четко необходимое мне количество сока. Отправляйте в банку лимонную цедру и лимонный сок. Влейте растительное масло. Добавьте мед и горчицу. Посолите и поперчите заправку. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию. Очистите и нарежьте тонкими кольцами лук. Выложите его в глубокую небольшую миску, разделяя руками, и залейте лимонной заправкой. Она замаринует лук и одновременно с этим обогатится его ароматом. Притопите кольца лука, чтобы они были погружены в заправку. Отставьте в сторону. Этим временем очистите яйца от скорлупы и разрежьте каждое надвое. Очистите и нарежьте пластинами свеклу. Толщина кружочков около 5-7 мм. Нут откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Сервировка. На тарелку выложите слой салата, чтобы создать яркий свежий фон. Сверху разложите кусочки свеклы в виде хаотичного кольца, или как вам захочется. Теперь распределите поверх свеклы подмариновавшийся лук. Полейте сверху небольшим количеством заправки, чтобы свекла обогатилась ее вкусом. По центру каждой порции горочкой выложите нут. Полейте нут небольшим количеством заправки. Щедро посыпьте каждую порцию семечками. На горку из нута выложите половинки яиц и полейте их оставшейся частью заправки. Этот салат можно подавать сразу, но и часа через 3-4 после приготовления он будет не менее вкусным и не потеряет вид. Проверено. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Первым делом нужно подготовить сам перец. Тщательно вымойте его, разрежьте напополам или на 3 части, удалите плодоножки с семенами. Выбирайте мясистые перцы. Брать разные по цвету совсем не обязательно, но зато как ярко выглядит. Выложите кусочки перца в широкую форму для запекания или на противень с резом вниз. Запекайте перцы при максимальной температуре духовки до мягкости и слегка обуглившейся кожицы. У меня на это ушло 30 минут. Если у вас есть возможность, можно запечь перцы на открытом огне, чтобы добавить аромат дымка блюду. Запеченные перцы переложите в пакет или глубокую миску, которую нужно накрыть пленкой. Оставьте минут на 20. Перец упреет и кожицу с него будет снять очень легко. Снимите с половинок перца кожицу. По такому же принципу я заготавливаю перец на зиму. Замораживаю печеные очищенные половинки. Я рассказывала в своем видео про заготовку. Если интересно, ссылку оставлю в описании. Теперь нарежьте перец полосками шириной в 1-1,5 см. Отправляйте ломтики в глубокую миску, в которой будет удобно перемешивать их с заправкой. Вы можете сразу смешать кусочки перца всех цветов и заправлять их вместе, но мне нравится заправлять их раздельно. Готовим маринад. Мелко порубите чеснок, можно также пропустить его через пресс, но мне эти небольшие кусочки нравятся больше. Порубите петрушку. К перцу всыпьте петрушку и чеснок, посолите и поперчите кусочки по своему вкусу. Приготовьте заправку. Смешайте горчицу с растительным маслом и уксусом или лимонным соком. У меня яблочный уксус и оливковое масло.
Перемешайте заправку до образования эмульсии. Горчица тут как раз помогает эту эмульсию получить. Заправка получается нежной и кремовой. Полейте заправкой ломтики перца с петрушкой и зеленью и перемешайте. Такой сладкий перец готов к употреблению сразу же. Кислота и масло в заправке отлично вбирают в себя ароматы петрушки и чеснока и распространяют их на все блюдо. Впрочем, удобно приготовить порцию и побольше. Когда смесь настоится, такой маринованный перец станет еще насыщеннее. Если ролик вам понравился, ставьте лайк, делитесь им с друзьями и оставляйте комментарии. В следующем видео покажу свой самый любимый способ заготовки на зиму помидоров, так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Мой типичный набор для оливье — это 3 картофелины. Вот такого размера морковь у меня была очень большая, поэтому я ее разрезала. Обычно я беру 4 яйца, но здесь у меня маленькие, поэтому я взяла 5 яиц. Также я беру 1 яблоко, 4-5 маринованных огурчиков, половину банки консервированного горошка, 400 граммов вареной колбасы или вот такой вот ветчины какой-нибудь без больших жировых прожилок. А также соус я готовлю из смеси греческого йогурта и домашнего майонеза. Беру и того, и другого по 2 столовые ложки. Сперва я нарезаю небольшими кубиками ветчину. Нарезанную ветчину отправляю в большую миску для смешивания. Теперь буду нарезать огурчики. Огурчики я стараюсь нарезать меньше, чем ветчину и чем остальные ингредиенты. Все, отправляю нарезанные огурцы к ветчине и буду приступать к нарезке овощей. Вместе с яйцами яйца вытащу тогда, когда они сварятся вкрутую, а овощи оставлю довариваться до тех пор, пока они не станут мягкими. Я очистила картофель и морковь, теперь буду их нарезать такими же кубиками по размеру, примерно как и ветчину. Больше всего не люблю нарезать для оливье картошку, потому что она такая крахмалистая, прилипает к рукам. Можно воспользоваться специальными такими сеточками. Ну, у меня такой сеточки нет, я не особо на этот счет страдаю. Наступила очередь нарезать яйца. Яблоко я нарезаю обычно в самую последнюю очередь, чтобы оно не потемнело. Яблоко в оливье прекрасно дополняет вкус, балансирует его, придает сладости. С нарезкой закончила. Ура! Заключительный этап – горошек. Немного присолю салат. Отправляю сюда майонез. И у меня здесь греческий йогурт. Вы можете использовать нежирную сметану. Ну и перемешиваю мой салат оливье. Все, мой огромный тазик оливье готов. Я беру одно куриное филе, 150 грамм вот таких вот небольших консервированных шампиньонов, 150 граммов сыра, я использую слегка подкопченный для того, чтобы был более интересный вкус, и одну упаковку большую сухариков ржаных. Также мне потребуется 3 зубчика чеснока, 2-3 веточки петрушки, 3 столовые ложки майонеза и соль по вкусу. Куриное филе я просто отвариваю в подсоленной водичке в течение 25 минут, после чего даю ему остыть. Сыр и куриное филе нужно нарезать кубиками примерно одного размера. Я режу все кубиками размером сантиметр-полтора. Фотоаппарат решил потрепать мне нервы, поэтому не снял то, как я нарубила петрушку и чеснок. Чеснок можно пропустить через пресс, при этом его вкус в салате тогда будет более интенсивным. Мне больше нравится, когда чеснок все-таки нарублен. Сюда отправляю грибочки, я беру специально небольшие для того, чтобы их не разрезать. А также всыпаю в салат сухарики. Совсем чуть-чуточку присаливаю его, заправляю майонезом. Салат пикантный готов. Я беру одну вот такую вот большую морковь на 300 грамм, 150 граммов сыра, слегка подкопченного, мне больше нравится с таким, вы можете брать обычный твердый, 3 зубчика чеснока, горсть орехов, это приблизительно 50 граммов, также 2 столовые ложки майонеза и немного соли по вкусу. Морковь я очищаю, после этого натру на мелкой терке, так же как и сыр.
Морковь и сыр отправляю в глубокую миску для того, чтобы было удобно все смешать. Теперь я порублю чеснок и орехи. Если хотите, можете пропустить чеснок через пресс, так его вкус будет более заметным. Орехи рубить в муку прям я не буду, я хочу, чтобы оставались небольшие кусочки, чтобы они ощущались в салате и придавали ему интересную текстуру. Слегка присаливаю салат, сыр довольно соленый, поэтому слишком много соли не нужно, и добавляю сюда майонез. В начале перемешивания может показаться, что майонеза маловато и захочется добавить еще, но не стоит этого делать, потому что морковь во время перемешивания еще немного пустит сок, и соуса будет как раз достаточно. Вот такой красивый яркий салатик получился. Для 2 порций возьмите 250 граммов капусты, обычной, молодой или смеси с красной, 1 яблоко, 1 небольшую морковь и 2 стебля зеленого лука. Для заправки подготовьте 1 столовую ложку с горкой сметаны, сок четвертинки лимона, 1 чайную ложку горчицы, а также соль и перец по вкусу. Первым делом приготовьте заправку. В сметану добавьте горчицу, посолите и поперчите. Соли должно быть щедрое количество, так как сами овощи мы солить уже не будем. Перемешайте. Выдавите сок лимона. Я делаю это через ладонь, чтобы словить, если потребуются, лимонные косточки. Перемешайте и попробуйте. Соус должен быть отчетливо кисленьким, чтобы сбалансировать сладкий вкус яблока. Нашинкуйте капусту. Делайте это так, как вам удобнее. Я, например, для шинковки старой белой капусты использую свой кухонный комбайн, а молодую можно без проблем быстренько нашинковать вручную. Очистите от кожуры яблоко. Я выбираю яблоко сладких сортов, чтобы весь вкус салата был сладковатым. Натрите на крупной терке морковь и яблоко. Можно также нарезать их тоненькой соломкой. Кстати, в этот салат можно также добавить сельдерей, черешки для хрустящей текстуры или корень для суперинтенсивного вкуса. Отправляйте морковь с яблоком к капусте. Мелко порубите стебли зеленого лука. По желанию можно использовать репчатый или красный лук. Это на ваше усмотрение и зависит от вашей любви к луку. Все-таки зеленый самый деликатный. Отправляйте зеленый лук в миску с овощами. Перемешайте получившийся микс. Я делаю это вручную, чтобы сохранить текстуру молодой нежной капусты, не слишком измять ее. Заправьте салат ранее приготовленным соусом из сметаны и лимонного сока. Хорошенько перемешайте салат и можно подавать. На 2 порции возьмите 200 граммов капусты, 1 отваренное куриное филе, 1 грушу. Ее можно заменить яблоком. Для заправки потребуется 2 столовые ложки густого йогурта или нежирной сметаны, 1 чайная ложка французской горчицы, соль и перец по вкусу. Нашинкуйте капусту довольно мелко. Можно использовать как молодую капусту, так и обычную белую. Вкусно также получается с пекинской. Куриное филе разделите на небольшие кусочки руками. Мне больше нравится разделять на волокна именно руками, потому что получаются продолговатые живые кусочки. По желанию можете, конечно же, просто нарезать филе ножом. Грушу лучше всего нарезать в конце приготовления, перед заправкой, чтобы она не потемнела. Разрежьте грушу напополам, удалите семенную коробочку, срежьте хвостик. Разрежьте половинки груши на пластины толщиной около 3-4 мм, а затем нарежьте ее соломкой. У груши нежный вкус и сочная мякоть. И с курицей это работает очень круто. Если вы заменяете грушу яблоком, выбирайте какой-то сладкий сорт с не очень выраженным ярким ароматом. Все ингредиенты нежные по вкусу и ничто не перебирает внимание на себя. Нарезанную грушу отправьте к капусте и курице. Пришла пора все поженить. Добавьте в миску с салатом цельнозерновую горчицу, йогурт и приправьте солью и перцем. Хорошенько перемешайте салат, чтобы горчица с йогуртом распределились равномерно. В самом начале смешивания может показаться, что заправки маловато, но в процессе смешивания начнут давать сок и капуста, и груша, и получится как раз то, что нужно. Заправленный салат подавайте сразу же, так он вкуснее всего, капуста еще хрустящая и отчетливо чувствуется вкус каждого ингредиента. Для этого салата возьмите просто 200 граммов капусты. Заправка будет состоять из 1-2 веточек петрушки, 3 столовых ложек растительного масла, 1 столовой ложки уксуса, у меня винный, соли и перца, 2 чайных ложек меда, 1 чайной ложкой французской горчицы и 1 чайной ложки сушеного чеснока. В какую-то небольшую баночку всыпьте чеснок, добавьте соль и черный перец. Затем отправляйте в банку горчицу, мед, у меня жидкий, как вы видите, влейте уксус и растительное масло.
Используйте рафинированное или сырое, по вашему вкусу. Теперь закройте баночку крышкой и хорошенько потрясите ее, чтобы все компоненты заправки смешались. Заправка при этом сэмульгируется, станет густой. Невероятно удобно готовить заправки в банках. Теперь нужно добавить в заправку петрушку. Нарубите ее очень мелко, так мелко, как получится, и отправьте ее в банку с заправкой. Перемешайте смесь. Пока заправка с петрушкой постоят, все вкусы раскроются и объединятся. Кстати, не забудьте попробовать ее, она очень вкусная. Если необходимо, отрегулируйте количество соли. Теперь нашинкуйте капусту. Тут все стандартно, без изысков и хитростей. Отправляйте капусту в глубокую миску, удобную для перемешивания. Вылейте в капусту всю заправку и перемешайте до равномерного распределения. Можно подавать и наслаждаться. В описании к видео я оставлю ссылку на еще одно видео с салатами без майонеза. Один из них мой самый-самый любимый салатный соус, и вторые два я тоже очень люблю. Обязательно заходите. Второй салат мой любимчик. Он сытный, очень пикантный, а кусочки хрустящего бекона – настоящая изюминка, придающая и аромат, и интересную текстуру. Для начала я отвариваю куриное филе, чтобы к моменту готовки это не отнимало время. Варю в подсоленной воде в течение 15 минут и даю филе остыть в бульоне. Потребуется 300 граммов пекинской капусты, 1 банка кукурузы, 1 куриное филе, 125 граммов бекона, 3-4 веточки петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка майонеза, 2 столовые ложки обычного йогурта, соль и перец. Приготовьте заправку. Для этого в майонез добавьте немного соли, перца и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте смесь. Майонез я использую домашний, ссылку на свои рецепты я оставлю в описании к этому видео. Добавьте к майонезу йогурт и перемешайте до однородности. Йогурт сделает заправку легче и жиже, но при этом она получится яркая по вкусу благодаря чесноку. Бекон поджарьте на сильно разогретой сковороде до румяного цвета с двух сторон. Вытопившийся жир со сковороды вы затем сможете использовать для готовки. Не выливайте его. А сам бекон выложите на бумажное полотенце и промокните кусочки сверху, чтобы сами ломтики получились очень хрустящими. Нарежьте пекинскую капусту. Как и в предыдущем рецепте, внешние листья я нарезаю отдельно, так как они крупнее и мясистее. Для этого салата нарезайте капусту более тонкими ломтиками, не больше сантиметра. Так они будут лучше сочетаться с куриным филе, которое мы не будем резать, а разделим на волокна. Нижнюю плотную часть капусты при нарезании срежьте. Отправляйте капусту в глубокую миску для смешивания. В капусту добавьте кукурузу, откинутую на сито. Разделите на волокна куриное филе и отправляйте его в салат. Такие ломтики отлично распределятся по салату и не будут выбиваться из общего текстурного ансамбля. Посмотрите, какие по размеру кусочки получились. Порубите петрушку. Плотные веточки я срезала, а листочки порубила мелко. На свой вкус можете порубить зелень более крупно. Теперь нарежьте хрустящий бекон. Нарежьте его квадратиками размером около 1,5 см. При этом я складываю бекон стопочкой, чтобы нарезать было удобнее. Бекон и петрушку отправляйте в салат. Перемешайте салат руками для равномерного распределения всех ингредиентов между собой. Опять-таки, не хочется руками, мешайте так, как привычно вам. Отправляйте в салат заправку и перемешайте до равномерного распределения. Заправка к этому времени успела немного настояться и стать насыщеннее, а поэтому салат получается очень ароматным. Пришло время приготовить третий салат, который я очень люблю. Это по сути отличный обед, в котором и сытное мясо, и вкусные овощи, а также яркая сезонная заправка. Для него возьмите 300 граммов пекинской капусты, 250-300 граммов говядины, примерно столько же очищенной тыквы, горсть клюквы, которая придаст приятную кислинку, 3 столовые ложки простого йогурта, 1 столовую ложку меда, горсть тыквенных семечек, а также соль и перец. Также потребуется немного растительного масла. Нарежьте тыкву ломтиками толщиной 4-5 мм. У меня небольшая мускатная тыква, она сладковатая и ароматная.
С ней отлично будет сочетаться заправка с клюквой и насыщенный вкус говядины. Посолите мясо. Я солю щедро с одной стороны, а затем распределю специи. Также добавьте соль и к тыкве. Приправьте мясо и тыкву перцем. Полейте маслом мясо и добавьте немного к тыкве. Мясо хорошенько обмажьте маслом, перевернув кусочек и смазав его и со второй стороны. Распределите масло по тыкве, чтобы ни один ломтик не остался без внимания. Так тыква во время обжарки получится равномерно румяной. Очень сильно разогрейте сковороду, а я буду жарить мясо и овощи в гриле. Отправляйте обжариваться сперва мясо. Куску такой толщины в гриле будет достаточно 2 минут. На сковороде же готовьте его по 1,5-2 минуты с двух сторон, после чего снимите, накройте фольгой и дайте отдохнуть. У меня же во время приготовления мяса пожарная сигнализация была так поражена вкусным ароматом, что внезапно завопила. А я, нервно распахивая окна и устраивая сквозняк, не сняла мясо и передержала его. Оно получилось не таким вот розовеньким, но продолжаем. Теперь нужно обжарить тыкву. Делаю это тоже в гриле и готовлю в течение 3 минут. На сковороде на это уйдет 5-6 минут. Готовые ломтики тыквы должны быть мягкими, но не слишком. Они должны по-прежнему держать форму. Пришло время приготовить заправку. Всыпьте в небольшую миску горсть клюквы и раздавите ягоды вилкой. Добавьте к клюкве соль, перец и ложку меда. Перемешайте. Если какая-то ягодка не раздавится, ничего страшного. Так текстура будет интереснее. Отправляйте получившуюся клюквенную массу к йогурту и перемешайте заправку. Крупно нарежьте пекинскую капусту, кусочки должны быть около 3 см, и лучше использовать молодую, небольшую по размеру капусту, в которой больше тоненьких кучерявых листочков. Нарежьте ломтиками толщиной около 4-5 мм мясо. Соберите салат, получится 2 порции. Уложите на тарелке пекинскую капусту, сверху разложите ломтики тыквы. Сверху выложите мясо и полейте его соусом с клюквой. Для красоты посыпьте салат несколькими ягодками клюквы, а для хрустящей текстуры тыквенными семечками. Готовим супер зеленый салат. Очень полезно, вкусно и пикантно. Он напомнит вам малосольные огурцы, но нежный зеленый горошек и пряный порошок васаби сделают это блюдо нескучным. Список ингредиентов доступен на экране, а также продублирован под видео. По желанию порошок васаби вы можете заменить натертым на мелкой терке хреном или горчичным порошком. Первым делом нужно бланшировать горошек. Бросьте его в кипящую подсоленную воду, и когда вода закипит, откиньте горошек на сито, обдайте холодной водой, чтобы быстро охладить его и сохранить яркий цвет. Можно использовать как свежий, так и замороженный горошек. Теперь готовим заправку. Пропустите чеснок через пресс. Кстати, на моем канале есть 2 больших видео с разными салатными заправками. Целых 12 рецептов для нескучной еды. Ссылку для вас я оставлю в описании под видео. К чесноку добавьте сушеный укроп, порошок васаби, а также соль и перец. Влейте лимонный сок или натуральный уксус, у меня яблочный. Добавьте нерафинированное оливковое масло, оно очень ароматное. Перемешайте до однородности. Теперь нарежьте огурцы. Перед этим их нужно вымыть, обсушить, срезать попки и разрезать на 4 части, а затем порубить крупными кусочками размером 1-1,5 см. Отправляйте огурцы в глубокую миску. Порубите зеленый лук. Отправляйте лук к огурцам и туда же бланшированный зеленый горошек. Влейте заправку и перемешайте салат. Подавать его можно как сразу, так и через какое-то время. Настоявшись, его вкус становится более глубоким, а огурцы напоминают малосольные. Рецепт малосольный, кстати, тоже есть на моем канале, ссылку оставлю. Список ингредиентов доступен на экране и продублирован под видео. Морскую капусту я беру уже маринованную. Яйца заранее отварите вкрутую и остудите. Растительное масло лучше выбрать какое-то нерафинированное для более яркого вкуса, но подойдет любое. Так как в готовой морской капусте зачастую есть немного маринада, я откидываю ее на сито, пускай маринад стечет. Теперь приготовим заправку для салата. Меленько порубите петрушку. Чем мельче вы ее порубите, тем сильнее будет ее аромат. Очистите и мелко порубите зубчики чеснока. Также вы можете пропустить их через пресс. В банку выжмите столовую ложку лимонного сока. Использую сито, чтобы потом не вылавливать косточки из банки.
Влейте в банку растительное масло. Добавьте горчицу. Приправьте заправку солью и перцем. Плотно закройте банку и хорошенько ее потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию. Теперь добавьте в банку с заправкой ранее нарубленную петрушку и чеснок. Перемешайте. Эту заправку можно приготовить и заранее, она станет только лучше, когда настоится. Займитесь овощами. Огурец помойте, срежьте кончик, нарежьте пластинами. Нарежьте огурец соломкой размером около 3-4 мм. Разрежьте напополам луковицу и нарежьте ее перьями. Половинку перца тоже нарежьте соломкой. Кстати, переходите по ссылке в описании на мою большую подборку с салатными заправками. Там есть заправки на любой вкус. Овощи, нарезанные таким образом, будут прекрасно сочетаться с морской капустой. Теперь яйца. Отварите их вкрутую. Я их, как видите, даже переварила, но это не страшно. Очистите и нарежьте на четвертинки. Так салат будет выглядеть более ярко и презентабельно. А если нарезать яйца мелко, желток распадется и салат будет выглядеть не так аккуратно. Собираем. В салатник или на блюдо отправляйте морскую капусту. К ней отправляйте овощи. Перемешайте смесь. Разложите по салату яйца и полейте все яркой заправкой. Она уже успела настояться, и благодаря этому овощи и капуста заиграют. Подавать такой салат можно сразу, а можно через 2-3 часа, когда заправка еще сильнее обогатит вкус овощей. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, а также не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. В следующем видео я покажу, какими способами украшаю яйца к Пасхе. Я собрала свои самые любимые варианты в одном видео. Этот салат – покоритель сердец всех любителей картошечки и отличный вариант разнообразить свою ежедневную еду в холодное время года, когда овощей не так много, да и хочется еды сытной. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Картофель я отварила заранее. Получилась заготовка, которая экономит время на приготовлении. Также я заранее сделала заправку, которой это идет на пользу. Все вкусы объединяются и салат получается очень насыщенным. Первым делом разотрите горошины душистого перца или измельчите их другим удобным для вас способом. Добавьте зубчик чеснока и разотрите его вместе с душистым перцем. Вы можете и просто пропустить чеснок через пресс. Теперь необходимо порубить зелень. 2 стебля зеленого лука и 4 веточки петрушки. Постарайтесь порубить зелень как можно мельче. Мелко порубите четверть красной луковицы. У нее очень яркий, но при этом мягкий аромат. Вы можете порубить ее мелкими кубиками, как показано сейчас на видео, а для максимально насыщенного вкуса можно измельчить ее блендером. Для картофельных салатов такой вариант мне очень нравится. Теперь к 50 граммам кефира или йогурта добавьте душистый перец и растертый чеснок, а также 50 граммов майонеза. Я использую домашний, ссылку на свои рецепты оставлю в описании. Готовится за минуту. Отправьте в миску к заправке нарубленную зелень и лук. Щедро посолите и поперчите заправку. Тщательно перемешайте. Заправка готова. Пора приступать к основному процессу приготовления. Ингредиенты в сборе – это 6 отваренных картофелин, половина крупной красной луковицы, 200 граммов маринованных огурцов, 250 граммов бекона или грудинки, порция готовой заправки. Бекон или грудинку необходимо поджарить до румяного цвета, при этом жирок вытопится и текстура станет более плотной. У меня грудинка вареная, но лучше всего брать варено-копченую, чтобы вкус был густым, пикантным. Готовую грудинку выложите на бумажные полотенца и промокните сверху, чтобы убрать лишний жир. Главный ингредиент – картофель. Нарежьте крупно, не очищая от кожуры. Во-первых, так выглядит красивее, одновременно брутально и по-деревенски уютно. Во-вторых, кожура создает текстуру. В сезон очень круто использовать небольшой молодой картофель целиком. Также очень красиво в салатах выглядит розовый картофель. Можно использовать не только вареный картофель, а еще и печеный. Так что если у вас вдруг после запекания осталось какое-то количество несъеденного, готовьте американский картофельный салат. Нарежьте красную луковицу. Если у вас крупная, нарежьте ее четверть кольцами, а если небольшая – полукольцами или даже кольцами.
Добавьте в салат маринованные огурцы. Как я уже говорила, я использую свои пикули. Они уже нарезаны кружочками и имеют очень насыщенный кисло-сладкий вкус. Поджаренную грудинку уложите стопкой и нарежьте квадратиками размером около 1,5 см. Если вы используете бекон, а он обычно тоньше и после обжаривания становится хрустящим, можно просто поломать его руками. Отправляйте грудинку к остальным ингредиентам. Перемешайте салат. Я предпочитаю делать это руками, так как составляющие салата довольно крупного размера и руками получается делать это все аккуратнее. Заправлять салат соусом мне нравится уже во время подачи, поставив соус в небольшой емкости в центр самого салата. Так во время подачи все за столом могут рассмотреть, что в его составе, ведь после заправки салат выглядит уже не так аккуратно. Начнем с приготовления салата. Быстрый рецепт, который отлично подойдет даже для праздничного стола. Для 2 порций возьмите 150 граммов клубники, 30-40 граммов грецких орехов, 30-40 граммов сыра с синей плесенью, половину красной луковицы, 100 граммов рукколы. Для заправки 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки бальзамического уксуса, пол чайной ложки меда, соль, перец по вкусу, хлопья чили для пикантности. Начните с приготовления заправки. Буду готовить в банке, очень люблю этот способ. Отправляйте туда соль и перец, мед. У меня каштановый мед с очень сильным вкусом. Берите тот, который у вас есть. Влейте бальзамический уксус. Его можно заменить винным или даже лимонным соком, если уксуса нет, а приготовить очень хочется. Влейте растительное масло, закройте крышкой и хорошенечко потрясите банку, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Лучше всего использовать какое-то нерафинированное растительное масло, у меня оливковое. Подготовьте остальные ингредиенты. Клубнику помойте и очистите. Нарежьте четвертинками. Если ягоды мелкие, разрежьте надвое. Очистите и нарежьте полукольцами луковицу. Я предпочитаю красный лук, так как он мягче по вкусу. Большая миска не влезла в кадр, готовлю на видео 1 порцию из половины ингредиентов. Отправьте в миску рукколу и влейте к ней половину заправки. Аккуратно перемешайте все руками, чтобы сохранить текстуру зелени, не измять ее. Добавьте к зелени лук. В принципе, можно добавить его к зелени сразу, перед вливанием заправки. Перемешайте. Сервировка. В тарелку выложите щедрый слой рукколы с луком. Посмотрите, какой аппетитный маслянистый вид у зелени. Сверху разложите кусочки клубники. Это потрясающе красивое зрелище. Теперь разложите между ягодами кусочки сыра. У меня это нежная горгонзола. Если вы не любите такой сыр, замените его тем, который вам по душе. Я бы посоветовала фету, а для максимально нейтрального вкуса просто нежирный творог с крупинчатой текстурой. Завершите все раскрошенными орехами, оставшейся заправкой и щепоткой хлопьев перца чили. Начинаю с очень насыщенного салата с копченой курочкой и жареными грибами. Список ингредиентов в описании под роликом. Там же я оставлю ссылку на видео с рецептами домашнего майонеза, каких-то пару минут и он готов. Первым делом обжарю грибы. Я выбираю такие вот шампиньоны, они более упругие, меньше выпускают влаги и быстрее обжариваются. Режу средние шампиньоны на 4 части, а небольшие напополам, совсем маленькие можно оставить целиком. Хорошенько разогреваю сковороду, вливаю растительное масло и жарю грибы на сильном огне, помешивая. Нужно получить обжаренные грибы с румяными бочками, а не тушеные, так что огонь я не уменьшаю. Готовые грибы немного подсаливаю, выкладываю в другую посуду и даю остыть. Теперь обжарю лук. Делаю это специально отдельно от грибов, чтобы каждый ингредиент привнес свой особенный аромат. Режу луковицу четверть кольцами. Разогреваю сковороду, вливаю масло и обжариваю лук, помешивая. Тут я использую средний огонь, чтобы лук не подгорел и хорошо подрумянился. Даю луку остыть. Режу копченое куриное филе довольно крупными кусочками, чтобы оно соотносилось с грибами. Сыр режу кусочками размером примерно в сантиметр. В глубокую миску отправляю нарезанное куриное филе и сыр.
Теперь нарезаю небольшими кубиками помидор. Такие вот зимние помидоры в этот салат подходят отлично. Они не слишком сочные и яркие по вкусу, но привнесут немного влаги и свежести в салат. Помидоры отправляю в миску к курице и сыру. Туда же обжаренный лук и грибы. Добавляю пару ложек майонеза и перемешиваю до распределения. Следующий сытный салат с тунцом, черешковым сельдереем и красным луком. Получается и насыщенно, и сытно, а сельдерей добавит легкости и хрусткости. Список ингредиентов в описании. Первым делом отвариваю яйца. Можно отварить вкрутую, а я варю в мешочек, чтобы салат получился слегка вязким. В таком случае он и салат, и на подсушенный кусочек хлебушка его намазать приятно. Готовые яйца остужаю, очищаю и нарезаю небольшими кусочками. Открываю банку тунца, сливаю жидкость и слегка разминаю тунец прямо в банке. Рублю черешковый сельдерей. Сперва разрезаю его на 2-3 части вдоль, а затем режу небольшими кусочками. Очищаю и рублю красную луковицу мелким кубиком. Размер около 5 мм. Красный лук мягкий по вкусу, поэтому салат не получится пикантным излишне. В миску к яйцам отправляю нарезанный лук, сельдерей и тунец. Добавляю соль, немного перца и выжимаю лимонный сок. Этот салат – отличное решение, если на гарнир задумано какое-то блюдо не из картофеля. Такой картофельный салат закроет пожелания тех, кто картофель очень любит. Он простой, быстрый, очень сытный и очень вкусный. Список ингредиентов в описании. Начинаю с подготовки картофеля. Клубни я хорошенько вымыла, отправила в кастрюлю. Щедро солю картофель и заливаю его водой. Довожу до кипения и затем варю в течение 20-25 минут до готовности. Когда картофель будет готов, сливаю с него воду и даю остыть. Холодной водой не заливаю, чтобы кожица была сухой и упругой. Остывший картофель крупно режу вместе с кожурой. Размер кусочков около 2 см. Отправляю кусочки в блюдо для подачи. Разъединяю руками какие-то слипшиеся кусочки. Пришла очередь добавить ароматный соус песто. Можно купить в магазине, а я использую домашний. Рецепт я публиковала летом, ссылку на него продублирую в описании. Сделать можно в любое время года. Добавляю пару ложек майонеза. Ох, как сытно будет! Этот салат такой, что можно вообще без гарниров обойтись. Добавляю соль и перец. Деликатно перемешиваю салат, чтобы не очень травмировать картофель. Навожу чистоту, подтирая лишнее с боков формы. Завершаю приготовление, добавив горсть орешков и несколько листочков петрушки. Можно взять базилик, если есть, и если вы его любите. Перед самой подачей сбрызгиваю салат небольшим количеством масла для красивого глянца. Для салата фитнес я беру одно куриное филе, у меня уже отваренное. Я варю филе в течение 25 минут и затем, если у меня есть возможность, я оставляю его в бульоне до полного остывания. Тогда филе получается более сочным. 3 черешка сельдерея. Также мне потребуется 70 граммов вяленого чернослива, то есть не копченого, с таким вот неярким, но сладким вкусом. Перемазывать этот салат я буду 150 граммами греческого йогурта. Также я приправлю солью и перцем. Отправляю сельдерей в миску для смешивания. Нарезаю куриное филе. Его можно просто разделить на волокна. Тут какие-то ровные кусочки не важны. Мясо надо просто измельчить. Я его вот так вот грубо нарезаю. Пускай все будет разной формы, так будет текстура салата интереснее. Курицу отправляю к сельдерею. По сути, объем сельдерея и курицы примерно одинаковые. Теперь я разрезаю чернослив, вот такие они у меня, небольшие, поэтому их разрезаю на 4 части. Если ваш чернослив крупнее, просто разрезайте его на 6-8 частей. Кусочки должны быть размером примерно с изюминку. Теперь я приправляю салат солью и черным молотым перцем. Отправляю сюда греческий йогурт. Этот
салат очень многокомпонентный. Вы видите, все, что есть в кадре, все пойдет для одного салата. Для того, чтобы вас не утомлять перечислением каждой части, я просто оставлю все в описании к этому видео и сейчас приступлю к приготовлению. Несмотря на то, что кажется, будто бы этот салат очень сложный из-за того, что в нем очень много ингредиентов, на самом деле все просто. Начинаю с приготовления заправки и мелко порублю петрушку. Петрушку отправляю в небольшую мисочку, в которой я буду готовить заправку. Теперь добавлю к петрушке чеснок, который я пропущу через пресс. Вы можете мелко порубить, если вам так хочется. Я предпочитаю пропустить. Теперь добавляю в будущую заправку соль. Добавляю щедро пару щепоток и щепотку черного перца. И вливаю сюда бальзамический уксус, можно заменить его винным, можно же просто взять лимонный сок, если у вас нет таких вот уксусов. Сюда же вливаю растительное масло. Ну и теперь я просто перемешиваю это до однородности. У меня кипит слегка подсоленная водичка, отправляю в нее спаржевую фасоль и буду варить в течение 5 минут. И теперь я отправляю подваренную фасоль на сухую сковороду. А теперь настоящая магия. Отправляю к фасоли заправку. Выключаю огонь. И быстро все перемешиваю. Я буду собирать салат вот в такой вот форме для запекания. Мне очень нравится в ней подавать. Он в ней выглядит очень интересно. И сейчас я нарублю зеленый лук. Такую вот форму очень удобно использовать, потому что в ней удобно же салат этот смешивать, меньше мойки посуды затем. Теперь я нарежу половину красной луковицы. Отправляю ее к зеленому луку, слегка вот так вот помогая себе пальцами, чтобы разделились кусочки на небольшие фракции. Теперь я грубо нарублю салат айсберг. Вы можете использовать любой салат, который вам нравится. Хорошо сюда подходит ромен, хорошо подходит руккола, но я люблю айсберг, поэтому использую его. Отправляю салат вот в эту вот миску. К салату с зеленью я отправляю тунец, слегка раздавливаю его вот так вот пальцами на небольшие кусочки. Слегка перемешаю. Подготовлю финальные ингредиенты, нарежу помидоры, нарежу яйца и также удалю косточки из маслин. Конечно, будет красивее выглядеть, если маслины вы разбросаете просто по салату, не очищая их, но в качестве, скажем так, праздничного салата все-таки лучше их очистить, потому что кто-то может не заметить, что они не очищены, и будет не очень приятно. Удаляю косточки просто вручную. При этом я разделяю каждую маслину напополам. Вы можете видеть, что я использую маслины, которые вот не крашеные, а такие бурые, то есть созревшие естественным образом. Я распределяю подготовленную фасоль поверх салата. Теперь я разложу поверх помидоры. Теперь раскладываю яйца. Пришла очередь добавить маслины. Если вдруг вам покажется, что вам этот салат не понравится, просто однажды его приготовьте и попробуйте. На самом деле я жутко не люблю стручковую фасоль, но вот благодаря нисуазу любовь сложилась. А завершает все слой анчоусов. Они придают особый средиземноморский такой вот колорит, добавляют солености, и с ними намного интереснее. Поэтому если есть возможность, купите, если нет, просто не используйте. У меня 3 предварительно запеченных и очищенных перца, четверть кочана салата айсберг. Можете брать любой салат, я просто очень люблю айсберг. Четверть кочана салата айсберг. Вы можете брать любой салат, который вам нравится. Мне нравится айсберг, поэтому его я и буду использовать. 50 граммов сырого арахиса, его мы будем немножко поджаривать. И 20 граммов твердого сыра, у меня чеддер. Для заправки я возьму 1 чайную ложку французской горчицы, 1 чайную ложку лимонного сока, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Также буду приправлять салат солью и перцем.
На сухую сковороду всыпаю арахис и буду обжаривать его до румяных бочков. Вот такого вида арахис мне нужен. Готовлю заправку, в нее добавляю небольшую щепотку соли, так как соевый соус уже соленый, щедрую щепотку молотого перца, лимонный сок. Перемешаю до однородности. Теперь введу растительное масло и соевый соус. У меня получилась такая вот приятная на вид эмульсия. Ею я и буду заправлять салат. Формовать салат я буду прямо вот в тарелке, в которой я буду подавать. И приступаю уже к сборке. Нарезаю большими кусочками айсберг. Раскладываю его на тарелке. Создаю такую вот мягкую воздушную подушку. Теперь разделяю печеный перец на такие вот небольшие кусочки и раскладываю поверх салата. Так, аккуратненько руками перемешиваю. Теперь я грубо нарублю поджаренный арахис. Этого мне достаточно. Щедро и не жалея посыпаю салат арахисом. Теперь поливаю заправкой и завершаю все небольшим слоем натертого сыра. Первый на очереди салат одновременно легкий и сытный, с яркой пикантной заправкой. Это буйство вкуса во рту, и при этом он очень нежный и легкий. Полный список ингредиентов, как обычно, в описании под роликом. Начинаю приготовление с заправки. Ее можно сделать хоть и за неделю, а то и за 2 до праздника. Это яркая заправка-винегрет с азиатскими нотками. В банку отправляю сушеный имбирь. Туда же отправляется цельнозерновая горчица и соевый соус. Вливаю в банку растительное масло. Оно может быть любым по вашему вкусу, я использую кунжутное, чтобы поддержать азиатскую тему. Добавляю немного острого соуса. Использую свой домашний, ссылку на рецепт оставлю для вас в описании. Можно также использовать соус табаско, просто острый перец, или не использовать его вовсе, если совсем не любите острое. Выжимаю сок лимона для баланса вкусов. Добавляю немного соли и черный перец. Соль и ее количество по вашему вкусу. Закрываю банку крышкой и хорошенечко трясу ее, пока смесь не превратится в однородную эмульсию. Займусь куриным филе. Режу его небольшими кусочками по паре сантиметров. Разогреваю сковороду на максимуме и вливаю ложку растительного масла. Отправляю обжариваться курицу, помешивая. Делать это стоит все время на сильном огне, чтобы процесс шел быстро и курочка приготовилась, но осталась сочной. Это займет минут 5. Желательно взять сковороду побольше, чтобы кусочкам было не так тесно, но я еще не купила большую сковородку под свою индукционную мини-плитку. Специально купила ее для видео. Хвастаюсь. Помешивая, довожу курицу до румяных краев. В конце немного присаливаю мясо. Перекладываю готовые кусочки на тарелку, застеленные бумажным полотенцем. Оно впитает лишнее масло. Теперь разрезаю авокадо. Я купила чуть зеленоватый плод и дала ему дозреть. Сейчас он прекрасный, уже спелый, но еще упругий, и я смогу его нарезать. Извлекаю косточку и достаю мякоть. Режу авокадо полосками. И теперь собираю салат. Все быстро, правда? Такой салат красиво выглядит в порционной подаче. Я беру небольшую тарелку как подставную, для настроения добавляю новогоднюю салфетку, а сверху широкая суповая. И удобно, и красиво. Отправляю в тарелку порцию листьев шпината. Зелень тут может быть любой. Просто латук, айсберг, руккола, какое-то ассорти или просто нарезанная пекинская капуста. Все отлично подойдет. Поверх зелени раскладываю кусочки курицы. Теперь я выкладываю кусочки ананаса, у меня консервированный в легком сиропе. Небольшая сладость впишется в гармонию вкусов этого салата очень круто. Будет полный спектр. Раскладываю кусочки авокадо. Его маслянистость создаст приятную базу. Вкус салата будет глубже, а сам салат сытнее. Поливаю салат яркой заправкой. Посыпаю порции кунжутом. Как сразу все стало красиво и контрастно. Второй салат очень свежий, сочный и ароматный. Он прекрасно оттенит сытное горячее блюдо, например, индейку или что-то из мяса. Это все есть на моем канале, и ссылки на рецепты я оставлю в описании, там же список ингредиентов к рецепту. Я вымыла и срезала кончики огурцов.
Разрезаю их надвое вдоль, а затем режу диагональными кусочками, толщина около 5 мм. Отправляю огурцы в миску для смешивания. Очищаю красную луковицу и режу ее тонкими перьями. Отправляю лук к огурцам. Очищаю и пропускаю через пресс зубчик чеснока. Он у меня чуть коцнутый, срезала лишнее. Мелко рублю укроп. Укроп с огурчиками – идеальная гармония вкусов. Снимаю с веточек листики мяты и рублю их. Мята добавит свежести вкусу. Отправляю зелень в миску с огурцами. Добавляю соль и перец. Заправляю салат жирным густым йогуртом. Греческий, турецкий, жирность 10%. Или можно взять нежирную сметану жирностью 15%. Перемешиваю салат до равномерного распределения, и он готов. Третий салат с нежной печенью. Ее вкус идеально дополнит сочная груша и пряная руккола. Список всех ингредиентов в описании под роликом. Начинаю приготовление с заправки. Как и с первым рецептом, ее можно сделать и за неделю, и за 2 до праздника. В банку отправляю мед, вливаю яблочный уксус, можно взять лимонный сок, добавляю растительное масло. Добавляю нежную по вкусу горчицу, соль и перец. Закрываю банку крышкой и хорошенько трясу ее, пока заправка не превратится в эмульсию. Перехожу к остальным ингредиентам. Тут у меня печень индейки, можно брать и куриную, и телячью на ваше усмотрение. Разрезаю печень на кусочки, размер 2-3 см. Попутно удаляю сосуды и всякое лишнее. Разогреваю сковороду с маслом и на сильном огне обжариваю печень, помешивая. Готовлю печень до румяности сверху, но так, чтобы она осталась розовая и нежная внутри и не превратилась в сухарь. Немного розового сока допускается, кусочки еще немного дойдут, пока полежат. Перекладываю печень на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Немного ее присаливаю. Рукколу я заранее отправила в емкость с ледяной водой, чтобы она стала бодрее. Перекладываю ее в сушку для зелени и избавляюсь от лишней воды. Рублю миндаль. Не очень мелко, пускай кусочки будут заметными и создают классный контраст текстур в салате. Использую жареный миндаль, чтобы вкус был ярче. Можно взять другие орехи по вкусу или наличию, или вовсе использовать тыквенные семечки. Груша сочная, сладкая. У меня сорта конференция. Разрезаю ее напополам, затем на 4 части и вырезаю сердцевину. Нарезаю грушу вот такими острыми кусочками. Приступаю к сборке. В блюдо выкладываю щедрую подушку из рукколы. Раскладываю поверх зелени кусочки печени, затем раскладываю кусочки груши. Поливаю салат заправкой, стараясь захватить ею кусочки груши, так они не потемнеют и не окислятся. Финальный слой – орешки. Раскладываю их, и салат готов. Для этого салата возьмите 500-600 граммов капусты, одну банку красной фасоли, 250-300 граммов любой варено-копченой ветчины. Также возьмите 2-3 маринованных огурца и 5-6 веточек петрушки. Для заправки потребуется 100 граммов сметаны и 100 граммов майонеза. У меня, конечно же, домашний, ссылка будет в описании. 1 чайная ложка пищевых дрожжей, опционально, а также соль и перец. Ветчину нарежьте соломкой толщиной 3-4 мм. Вы можете взять абсолютно любую варено-копченую ветчину. Я использую куриную. Маринованные огурцы придадут салату пикантность и будут отлично сочетаться с копченым ароматом. Их тоже нарежьте соломкой.
Петрушка придаст вкусу салата свежести, ее порубите. Отправляйте нарезанные ингредиенты в глубокую миску. Добавьте к ним красную фасоль, предварительно слив с нее жидкость и слегка ее промыв. Нашинкуйте капусту. Можно сделать это вручную или при помощи шинковки. Ну а я воспользуюсь своим любимым помощником – комбайном. Получается очень быстро. Отправляйте капусту в миску к остальным ингредиентам. Приправьте салат солью и перцем. Недавно у меня появились электрические мельнички для морской соли и перца. Это очень удобно. Добавьте пищевые дрожжи. Эта добавка не обязательна, но мне очень нравится, как они дополняют вкус, придавая ему легкие сырные нотки. Теперь заправьте салат. Добавьте в него сметану и майонез. Тщательно перемешайте. Для яркого салата возьмите 600-700 граммов капусты, 1 банку кукурузы, 300 граммов зеленого горошка, 1 сладкий перец и 1 красную луковицу. Для текстуры и насыщенного вкуса возьмите 100 граммов подсолнечных семечек. Для заправки потребуется 6 столовых ложек растительного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовая ложка неострой горчицы, соль и перец. Первым делом я подготавливаю горошек. Прямо замороженным я отправляю его в кипящую воду и варю с момента закипания в течение минуты. После чего его нужно обдать ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Приготовьте заправку. В банку выжмите сок из лимона. Я делаю это через сито, так как лимон попался костлявый. Добавьте горчицу, она поможет заправке сэмульгироваться. Влейте растительное масло. Щедро приправьте солью и перцем. Закройте банку крышкой и хорошенько взболтайте смесь, пока она не станет однородной. Нашинкуйте капусту. За меня опять это сделает мой комбайн. Как я уже говорила, для обоих салатов можно использовать любую капусту. Отправляйте капусту в глубокую миску. Добавьте к ней кукурузу и горошек. Красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Перец нарежьте соломкой. Я специально взяла перец красного цвета, чтобы салат получился очень ярким. Лук и перец отправляйте в миску к остальным ингредиентам. Всыпьте в миску семечки, я их предварительно слегка подрумянила на сухой сковороде для более интенсивного вкуса. Влейте в салат заправку и тщательно вымешайте его. Ссылку на 2 больших видео с заправками для салатов я оставлю в описании. Первый салат нежный и легкий, и при этом сытный и пикантный. Готовлю его с отварным сердцем. Можно также взять простое куриное филе или любое другое мясо. Также подойдет консервированный тунец. Список ингредиентов и полезные ссылки в описании. Первым делом мариную лук, он придаст приятную кислинку. Очищаю луковицу и нарезаю ее перьями. Мне нравится использовать красный лук, у него мягкий и нежный аромат. Складываю перья в небольшую пиалу, вливаю уксус, вливаю горячую воду. Это не должен быть прямо кипяток, но пальцу должно быть горячо, если опустить. Теперь нарезаю соломкой отваренное сердце. Как я уже говорила, можно взять самое простое отваренное курофиле, а можно любое другое мясо. Отваренное, копченое, а также будет круто с рыбной консервой. Отправляю сердце в глубокую миску. Шинкую главную героиню ролика – капусту. У меня тут молодая, нежная и сочная. Отправляю капусту к сердцу. Нарезаю редис. Мелко рублю петрушку. Редис и петрушку отправляю в миску с остальными ингредиентами.
Теперь добавляю в салат лук, деликатно отжимая с него воду с уксусом. За это время лук успел замариноваться. Приправляю салат солью и перцем. Заправляю майонезом и перемешиваю. Я использую домашний майонез и дальше покажу, как его готовлю. Делов на 2 минуты. В банку или стакан от блендера влейте масло, вбейте яйцо. Кстати, приготовить можно майонез и на молоке, ссылка на рецепт будет в описании. Добавьте горчицу, вы можете использовать любую. Сразу всыпьте соль, чтобы она хорошо растворилась. Наступите ногой блендера на яйцо и включите блендер. Не поднимайте ногу, пока не увидите, что из-под нее полезла та самая густая эмульсия, будущий майонез. Когда вы увидите, что густая масса пошла, подвигайте ногой блендера, чтобы добиться однородности. Теперь добавьте лимонный сок или уксус. Я использую яблочный уксус. Еще раз пробейте майонез блендером. После добавления кислоты он посветлеет и станет сбалансированным по вкусу. Перемешиваю салат и первый готов. Второй салат невероятно богатый. Готовлю его из простых овощей и нута, но благодаря заправке он получается ярким, насыщенным ароматами и совершенно не пресным. Он также понравится тем, кто соблюдает пост или не употребляет продукты животного происхождения. Список ингредиентов в описании. Нарезаю пластинами шампиньоны, а затем разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю грибы на довольно сильном огне до румяности. Сильный огонь нужен, чтобы грибы обжарились, а не начали выпускать воду и тушиться. Время от времени помешиваю, чтобы процесс шел равномерно. Параллельно открываю баночку нута и сливаю с него воду. Можно отварить нут самостоятельно, но в этом случае нужно его заранее замочить, а с готовым процесс приготовления становится очень быстрым. Нарезаю капусту брокколи. Я использую сырую, мне нравится ее хруст. По желанию ее можно бланшировать в течение пары минут, и тогда она будет нежнее. Если использую цветную, тоже добавляю ее сырой. Это очень вкусно. Теперь нужно измельчить морковь и капусту. Морковь натереть на терке, а капусту нашинковать. Я использую для этого свой кухонный комбайн, чтобы процесс ускорить. Отправляю капусту с морковью в глубокую миску. Туда же брокколи и нут. Грубо перемешиваю. Перекладываю все в емкость для подачи. Сверху выкладываю обжаренные грибы, которые уже успели остыть. Теперь время яркой заправки. Для ее основы я беру тахини. Это паста из измельченного кунжута. Ее можно купить в супермаркете или же сделать самостоятельно. Оставлю ссылку на то, как ее делаю я. Все очень просто. Смешиваю тахини с соевым соусом. Добавляю немного острого соуса, острота по желанию. У меня на канале есть отличное видео, где я готовлю 2 варианта домашнего острого соуса. Ссылку оставлю в описании. Пропускаю через пресс чеснок, добавляю имбирь, кориандр и паприку. Добавляю соль и смешиваю до однородности. Поливаю заправкой салат и перемешиваю. Этот салат отличнейше хранится. На 2-й, 3-й и даже 4-й день он становится еще насыщеннее и богаче по вкусу. Люблю его очень. Сытно и быстро. Так как снимаю все рецепты в один день, готовлю макароны специально. Отвариваю в подсоленной воде, добавив ложку масла, чтобы при остывании макароны не слиплись. Я взяла разные виды для разнообразия, подойдет любая форма. Я беру пасту из твердых сортов, она не разваривается и остается упругой. Приступаю к салату «Цезарь» с макаронами. Сперва подготовлю куриное филе. Его я просто обжариваю на среднесильном огне с добавлением ложки масла. Готовлю по 4-5 минут с каждой стороны до приятной румяности, после чего заворачиваю в фольгу и даю остыть. В фольге мясо дойдет, но при этом останется сочным и нежным. Нередко я делаю это заранее и готовлю сразу несколько филе. Храню затем в холодильнике и собираю блюдо за считанные минуты. Салат нарезаю крупно. У меня айсберг, он очень хрустящий и упругий. По желанию берите ту салатную зелень, которая есть у вас.
Готовлю заправку. Кстати, заправки тоже люблю готовить с небольшим запасом, чтобы сделать работу раз, а готовить с ними потом еще. Итак, сперва натираю на мелкой терке сыр. В густой йогурт 10% вливаю растительное масло. Вместо йогурта можно взять нежирную сметану. Вливаю лимонный сок, добавляю натертый сыр. Добавляю соль, перец, травы итальянской кухни и сушеный чеснок. Перемешиваю и заправка готова. Салат всыпаю в глубокую миску, к нему всыпаю уже остывшие макароны, добавляю 2 щедрые чайные ложки заправки и деликатно перемешиваю, чтобы не сильно помять зелень. Салат можно сервировать как на одного, это будет щедрая, сытная, полноценная порция, или же разделить на 2 порции, если запланировано еще какое-то блюдо. Отправляю в тарелку для подачи заправленный салат с макаронами. Куриное филе режу тонкими пластинами. Если порция на одного, хватит половинки филе. Если делаю на двоих, использую все филе. Выкладываю филе в салат. Перед смешиванием я отложила немного макарон, чтобы финальное блюдо было более эстетичным на видео. Очищаю от скорлупы и разрезаю надвое яйца. Яйца я отвариваю в мешочек. Мне нравится, когда желток остается нежным. Можно отварить и вкрутую. Кстати, напомню, что на моем канале есть видео, в котором я готовлю настоящую итальянскую домашнюю пасту с нуля. Ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Отправляю яйца в салат. На одну сытную большую порцию оба яйца идут в одну тарелку. Если делю на 2 порции, выкладываю по 2 половинки каждому. Теперь при помощи ножа экономки делаю слайсы из сыра. Смотрятся они очень красиво. Раскладываю сыр поверх салата и для контраста еще немного присыпаю готовый салат черным перцем. Второй на очереди сытный салат со свеклой. Для него я заранее запекаю в духовке свеклу, обернув ее в фольгу. Опять-таки, как и с филе, я часто готовлю несколько за раз, чтобы затем использовать в блюдах. Запекаю при 180 градусах до мягкости. В зависимости от размера свеклы это может быть 30 минут, 50 минут, час. Ориентируйтесь по ситуации. Заранее отвариваю куриное филе в подсоленной воде, добавив лавровый лист. Опускаю филе в кипящую воду и варю на небольшом огне в течение 20 минут, после чего огонь выключаю и даю филе остыть в бульоне. Если варю филе непосредственно перед приготовлением салата, варю 30 минут и сразу достаю из бульона, чтобы оно остыло. В миску для смешивания отправляю промытую и просушенную зелень, туда же уже отваренные макароны. Разделяю на волокна куриное филе и отправляю его в миску к салату. Готовлю заправку. В банку вливаю мед, яблочный уксус и растительное масло. Добавляю горчицу, приправляю солью, перцем, плотно закрываю банку крышкой и интенсивно встряхиваю ее, пока заправка не превратится в однородную эмульсию. На моем канале есть 2 видео с рецептами самых разных заправок для салатов. Там целых 12 рецептов на все случаи жизни. Ссылки оставлю в описании. Вливаю примерно половину заправки в салат и деликатно перемешиваю его. Выкладываю в тарелку для подачи, сервирую на 2 порции. Очищаю и нарезаю крупными кубиками запеченную свеклу. Раскладываю кубики свеклы поверх салата, еще немного заправки сверху и салат готов. Третий салат нельзя назвать самым живописным и эстетичным, но он невероятно классный по вкусу. Насыщенный, пикантный, попробуйте обязательно. Итак, отправляю в глубокую миску сардину и вилкой разделяю ее на небольшие кусочки. На моем канале есть отличный и простой рецепт домашних рыбных консервов, ссылку оставлю. К рыбе отправляю отваренные ранее макароны. Приступаю к нарезке овощей. Огурцы режу кружочками, помидор и перец небольшими кусочками. Овощи отправляю в миску к рыбе и макаронам. Готовлю заправку. Натираю на терке цедру лимона. Разрезаю его надвое и выжимаю сок через сито, так как лимончик у меня костлявый. В банку отправляю мед. Вливаю лимонный сок и растительное масло. Добавляю горчицу, соль и перец. Всыпаю орегано и сушеный чеснок.
Отправляю в банку лимонную цедру, плотно закрываю и интенсивно встряхиваю, пока заправка не становится однородной. Вливаю половину заправки в салат и перемешиваю. Вторую половину заправки использую для другого блюда. Она может спокойно храниться в холодильнике 2 недели, а то и дольше. Теперь время черного хлеба. Это настоящая изюминка салата. Хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде, затем разламываю и измельчаю в крошку. Салат сервирую на 2 тарелки и щедро присыпаю каждую порцию крошкой из черного хлеба. В завершение рублю свежий укроп и посыпаю салат им. Список ингредиентов сейчас вы видите на экране, а также для вашего удобства он продублирован в описании под видео. Если у вас нет арахисовой пасты, используйте молотый арахис. Если нет рыбного соуса, используйте соевый. Если нет табаско, возьмите какой-то подобный острый соус или же используйте молотый сушеный перец чили. Первым делом готовим заправку в банке, мой любимый способ. В банку отправляйте арахисовую пасту, добавьте к ней мед. Добавьте лимонный сок. Влейте растительное масло и рыбный соус. Если нет рыбного, используйте соевый. Рыбный соус привносит соленость, усиливает остальные вкусы и придает заправке по-настоящему азиатское настроение. Приправьте заправку солью и перцем, а также добавьте острый соус из чили для пикантности. Если же вы вообще не любите острое, просто исключите этот ингредиент. Перемешайте смесь, чтобы помочь арахисовой пасте лучше разойтись, после чего закройте банку крышкой и хорошенько потрусите ее, пока заправка не станет однородной. На моем канале есть 2 больших выпуска с заправками для салатов. Ссылки на них я оставлю для вас в описании. С ними у вас точно не будет скучных салатов. Заправка готова, двигаемся дальше. Арахис порубите. Пускай это будут кусочки разного размера, которые сделают текстуру интересной. Нашинкуйте капусту. Обычно для этого дела я использую свой комбайн, но так как молодая капуста очень нежная, предпочитаю шинковать ее вручную. Сладкий перец помойте, очистите и нарежьте соломкой. Морковь очистите, нарежьте тонкими пластинами, а затем тоже нарежьте соломкой. Зеленый лук, его просто порубите. В миску или блюдо отправляйте капусту, ее будет больше всего, это база. В капусте отправляйте остальные подготовленные ингредиенты – морковь, сладкий перец и зеленый лук. Добавьте рубленый арахис. Небольшое количество отложите для подачи. Полейте салат арахисовой заправкой и аккуратно перемешайте его, чтобы излишне не измять капусту, но чтобы заправка распределилась. Посыпьте готовый салат отложенным арахисом. Список ингредиентов для второго салата тоже доступен на экране, а также в описании под видео. Вместо корня сельдерея вы можете использовать черешковый, яблоко рекомендую кисло-сладкое, у меня семеренко, а из орехов грецкий или пекан подойдут лучше всего. Начинаем с заправки. К сметане отправляйте мед, горчицу. Выжмите сок лайма или лимона. Добавьте луковый порошок. Если его нет, можно меленько порубить и добавить в заправку четверть луковицы. Далее следует соль и перец по вашему вкусу. Перемешайте заправку и пускай настаивается, пока вы занимаетесь остальными ингредиентами. Орехи порубите. Мне нравится, когда кусочки разные по размеру, так интереснее. Орехи придают вкусу салата глубину благодаря маслам. Очистите корень сельдерея, нарежьте его пластинами и порубите соломкой толщиной в пару миллиметров. Отправляйте сельдерей в большую миску. Нашинкуйте половинку капусты. Отправляйте капусту к сельдерею. Хорошенько вымойте яблоком, нарежьте его пластинами и порубите соломкой. Кожицу я не счищаю. Яблоки отправляйте в миску с сельдереем и капустой.
Влейте сметанную заправку и всыпьте орехи. Для подачи можете отложить немного орехов. Тщательно, но деликатно перемешайте салат. Заправки не будет очень много, но так как капуста сочная, ее будет в самый раз. И при этом салат не получится излишне водянистым. Во время подачи посыпьте салат рубленными орехами. Для своего базового майонеза я беру одно яйцо, 150 мл растительного масла, у меня рафинированное, можно часть заменять нерафинированным для того, чтобы получить дополнительные вкусовые оттенки. Также 1-2 столовые ложки лимонного сока, либо какой-нибудь другой кислоты вы можете использовать. Винный уксус, белый, красный, бальзамический, с ними получаются тоже интересные вариации. 1 чайная ложка горчицы, я беру острую обычную, можно использовать французскую, опять-таки для разнообразия, и щепотка соли, а также потребуется вот такой вот погружной блендер. В чашу блендера я разбиваю яйцо, желательно, чтобы желток при этом не разбился, но даже если он растечется, ничего страшного не произойдет. Вливаю сюда растительное масло. Я сразу же добавляю щепотку соли. Сперва нужно наступить ногой блендера на желток. Первое время ногу не приподнимать, и только когда вы увидите, что смесь начала уже эмульгироваться, тогда можно доводить соус до максимальной однородности и двигать ногой блендера. Вот видно, что здесь снизу уже пошла эмульсия. Гляньте, каким густым получился соус. Вливаю сюда лимонный сок, я использую 2 столовые ложки, мне нравится, когда майонез такой кисловатенький. И также я отправляю в соус горчицу. Пробиваю все еще раз. Посмотрите, каким получился красивым соус. Для майонеза на молоке возьмите 70 мл обычного молока, того, которое вы пьете в обычной жизни, 150 мл растительного масла рафинированного, если хотите, опять-таки, можете заменять часть нерафинированным, 1 чайную ложку горчицы, в этот раз я решила взять французскую цельнозерновую, и 1-2 столовые ложки уксуса, либо же лимонного сока. У меня уксус из белого винограда. Также не забудем про соль и будем использовать погружной блендер. В чашу блендера я вливаю молоко и растительное масло. Сразу же добавляю щепотку соли, а также сразу же отправлю сюда горчицу для того, чтобы в процессе эмульгирования зернышки немножечко разбились. Приступаю к эмульгированию. Масса сэмульгировалась за какую-то минуту, посмотрите, какая она густая. Вливаю сюда уксус. Посмотрите, каким густым получается этот майонез. Для авокадо майонеза я беру, собственно, 1 авокадо. Надеюсь, мой сегодня меня не подведет и будет таким, как нужно. 100 мл рафинированного растительного масла, 3 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка острой горчицы. Дополнительно я ввожу сюда 15 грамм натертого пармезана. Если вы не употребляете продукты животного происхождения, просто его исключите. А также немного соли. Если вы добавляете сыр, то соль может не потребоваться вовсе, либо потребоваться совсем немножко. Волнительный момент, разрежу авокадо, посмотрю, что там он мне внутри приготовил. О, прекрасно. Потрясающий авокадо, он не потемнел, он уже достаточно мягкий, поэтому подойдет для этого майонеза. Его еще называют иногда веганез. Я сняла с него кожицу, у меня был сорт, который тонкокожий, и его проще с него кожицу снимать, чем выскабливать его ложкой. К авокадо я вливаю сразу лимонный сок, сразу же отправляю сюда горчицу. И сразу же всыпаю пармезан, чтобы потом по соли было проще отрегулировать. И вливаю растительное масло. Буду измельчать все до максимальной однородности. Все, майонез полностью однородный. Вот такой красивый майонез у меня получился. Он густой, однородный, еще и потрясающего цвета.
Майонез не получился. Знаменитый рецепт домашнего майонеза блендером за минуту, который все так хвалят. Что не так? Почему так произошло? Виноват рецепт? Нет. В этом видео я специально совершу ту ошибку, из-за которой майонез получается жидким. Еще я покажу, как исправить ситуацию, не выливать же продукты. Также будет проверенный рецепт, по которому майонез у вас точно получится. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Список ингредиентов скоро появится на экране, а также он продублирован в описании под видео. На моем канале есть видео с 3 рецептами майонеза, и под ним регулярно появляются комментарии о том, что майонез не получился. Итак, сперва приготовим сам майонез, такой, каким он должен быть. В банку или стакан от блендера влейте масло, вбейте яйцо. Кстати, приготовить можно майонез и на молоке, ссылка на рецепт будет в описании. Добавьте горчицу, вы можете использовать любую. Сразу всыпьте соль, чтобы она хорошо растворилась. Наступите ногой блендера на яйцо и включите блендер. Не поднимайте ногу, пока не увидите, что из-под нее полезла та самая густая эмульсия, будущий майонез. Когда вы увидите, что густая масса пошла, подвигайте ногой блендера, чтобы добиться однородности. Теперь добавьте лимонный сок или уксус. Я использую яблочный уксус. Еще раз пробейте майонез блендером. После добавления кислоты он посветлеет и станет сбалансированным по вкусу. Итак, майонез готов, но почему он может не получиться? Ответ до банальности простой – нарушена технология. Если вы опустите ногу блендера в емкость и начнете пробивать смесь, только-только погрузив ее в масло, или если, наступив на яйцо после включения прибора, сразу же начнете двигать ногой, поднимать и опускать ее, то у вас получится то, что сейчас вы видите на экране – жирная жижа. Вы взбиваете, а жидкость так и не густеет. Дело в том, что яйцо не может сразу сэмульгироваться с большим количеством масла. Процесс должен быть постепенным. Да-да, вот так все просто. Что делать, если все же майонез не получился и стал жидким? Выливать? Ни в коем случае. Просто добавьте в не получившийся майонез еще одну порцию ингредиентов – масло, яйцо, горчицу и соль. Уксус добавляем уже в конце, помните? И сделайте все по технологии. Не поднимайте ногу блендера слишком рано. Дайте эмульсии начать образовываться и лишь потом добивайтесь однородности. Продукты спасены. После того, как майонез сэмульгировался, добавьте уксус, так как тут у нас двойная порция ингредиентов, вливаем двойную порцию уксуса, пробиваем соус еще раз до однородности и вуаля! Если ролик вам понравился, был для вас полезным, ставьте лайк, и ваш майонез всегда будет идеальным. Ведь зачем покупать в магазине что-то с непонятным составом, когда натуральный продукт вы можете приготовить самостоятельно за минуту. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». В банку влейте 6 столовых ложек растительного масла. Добавьте 2 столовые ложки красного винного уксуса. Вы можете использовать и белый, и яблочный, просто красный винный – это классический вариант. Добавьте к ингредиентам в банке по 1 чайной ложке французской цельнозерновой горчицы и обычной острой горчицы. Добавьте черный перец и соль по своему вкусу. Закройте банку крышкой и хорошенько потрясите ее, пока винегрет не превратится в непрозрачную эмульсию. Вымытую и высушенную от влаги зелень отправляйте в стакан от блендера. Для приготовления зеленого масла используйте как листочки, так и стебли. Пускай в ход идет все. Комбинируйте травы на свой вкус. Мое любимое масло базиликовое и из зеленого лука. Влейте к зелени лимонный сок. Он сбалансирует вкус готового масла, сделает аромат ярче. Влейте к зелени растительное масло и тщательно измельчите смесь погружным блендером. Если вы хотите сделать акцент на аромате зелени, используйте рафинированное масло.
Если вы хотите играть со вкусами, используйте сыродавленные масла, масла холодного отжима. По мере измельчения листья окрасят масло в невероятно яркий цвет, и вы начнете чувствовать аромат. Когда вы увидите, что листья измельчены максимально, выключите блендер и пропустите получившуюся массу через мелкое сито. Не стоит выбрасывать оставшееся зеленое пюре. Используйте его для приготовления закусочного масла, которое потом можно как просто намазывать на тост, так и использовать для овощей или мяса. Ссылку на свое видео по таким маслам я оставлю в описании. В банку отправьте 1 столовую ложку меда, влейте 2 столовые ложки белого винного или яблочного уксуса и 3 столовые ложки растительного масла. В данном случае я использую нерафинированное оливковое. Добавьте 1 столовую ложку американской горчицы. Она совершенно не острая, мягкая и слегка сладковатая. Она подчеркнет медовую основу. Посолите и поперчите будущую заправку. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока все компоненты заправки не соберутся воедино. Заправка слегка загустеет, станет даже немного кремовой, образовав эмульсию. Сперва подготовьте вкусовые добавки. Измельчите 2-3 горошины душистого перца, после чего добавьте к нему 1 зубчик чеснока и разотрите массу до пастообразного состояния. Подготовьте зелень, пару стеблей зеленого лука и 4 веточки петрушки. Их нужно мелко порубить. Нарежьте мелкими кубиками четвертинку красной луковицы. Порубите ее так мелко, как у вас получится. Зелень, лук и чеснок для этой заправки можно также измельчать в пюре при помощи блендера или комбайна. Пришло время все собрать воедино. К 50 граммам йогурта или кефира добавьте душистый перец с чесноком и 50 граммов майонеза. У меня домашний, ссылку на мои рецепты оставляю в описании. Добавьте нарубленную зелень и лук, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно вымешайте соус. В идеале перед употреблением дайте ему настояться в течение пары часов, чтобы вкусы и ароматы объединились. В емкость отправьте 45 граммов арахисовой пасты или молотого арахиса. Влейте 1 столовую ложку горячей воды. Добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку меда. Отправляйте в заправку 2 зубчика чеснока, 1 небольшой корешок имбиря, очистив его и грубо нарезав, а также половину стручка перца чили вместе с семенами, если к острому относитесь благосклонно. Если любите мягкую остроту, семена удалите. Посолите, поперчите будущую заправку и измельчите смесь при помощи блендера до максимальной однородности. Опа! Кто-то забыл влить 2 столовые ложки растительного масла. Вливаю. Вы добавляете его сразу, вместе со всеми ингредиентами до измельчения.
этой заправки нужно подготовить чеснок. Возьмите целую головку, не очищая ее, и срежьте верхушку. Срезать нужно таким образом, чтобы открыть все зубчики в головке. Заверните головку чеснока в кусочек фольги и запеките при температуре 200 градусов в течение 40-60 минут. Цель – добиться мягкости зубчиков. В емкость для смешивания отправьте половину чайной ложки кориандра, 80-100 граммов морковного пюре. Я использую готовое детское, но вы можете приготовить пюре самостоятельно. Добавьте соль, перец и влейте 2 столовые ложки яблочного уксуса. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Пришло время запеченной головки чеснока. Разверните ее и выдавите нежную мякоть в основу заправки через срезанную верхушку. Выдавливайте тщательно. Пробейте смесь ингредиентов при помощи блендера, добившись максимальной однородности и гладкости. Первым делом подготовьте главный ингредиент заправки – лимон. Натрите его цедру на мелкой терке, снимая только верхний, полный эфирный масел слой, не задевая белую часть под ним. Я использую терку с поверхностью типа знаменитых терок Microplane. Они очень аккуратно снимают цедру. После того, как добыта цедра, необходимо выжать сок из лимона. Мне лимон попался очень костлявый, поэтому я выжимаю сок в мисочку, установив сито, чтобы сразу же избавиться от косточек и не ловить их. Если вы захотите поиграть со вкусом этого соуса, используйте лайм, лимон наполовину с апельсином, к примеру, для салата с уткой или свининой. Получится очень ярко и интересно. Теперь дело за малым – все собрать и смешать. В банку отправьте 1 столовую ложку меда, 3 столовые ложки лимонного сока, 6 столовых ложек растительного масла. Можно поиграть также с маслом, использовать сыродавленные, так вы еще сильнее обогатите вкус соуса. Отправьте в банку 1 столовую ложку американской горчицы, она мягкая по вкусу и сладковатая. Теперь посолите, поперчите заправку, а также добавьте в нее по 1 чайной ложке орегано и сушеного чеснока. С сушеным чесноком его аромат будет мягким, нежным, фоновым, он не будет выпирать, как это было бы со свежим. Добавьте в банку ранее натертую лимонную цедру, закройте банку крышкой и энергично потрясите ее, чтобы все ингредиенты тщательно смешались. Первым делом я делаю самую нелюбимую мной часть работы. Натираю 15 граммов пармезана или грана падано. Этот сыр плотный и натирать его нужно аккуратно, используя мелкую терку. В емкости для смешивания у меня 70 граммов греческого йогурта. Можно использовать также нежирную сметану. Добавьте к йогурту 2 столовые ложки растительного масла, в идеале оливкового, 1 столовую ложку лимонного сока и натертый сыр. Посолите соус и приправьте перцем. Количество соли на свой вкус, но помните, что сыр тоже содержит соль. Добавьте в заправку по 1 чайной ложке смеси итальянских трав и сушеного чеснока, чтобы придать характерный средиземноморский вкус соусу. Тщательно перемешайте заправку до однородности. В банку влейте 1 столовую ложку меда. Если у вас мед густой, его лучше немного подогреть. Добавьте к меду 3 столовые ложки бальзамического уксуса, который обладает неповторимым карамельным вкусом и насыщенным цветом. Влейте в банку 4 столовые ложки растительного масла. Я использую простое рафинированное. Добавьте 2 чайные ложки французской цельнозерновой горчицы. Приправьте соус солью и перцем, а также всыпьте 1 чайную ложку смеси итальянских трав или прованских трав. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока заправка не станет однородной.
В емкость для смешивания отправьте 60 граммов тахини. У меня, кстати, самоприготовленная паста, ведь сделать ее очень просто. Добавьте к пасте для начала пару столовых ложек теплой воды. Влейте 2 столовые ложки лимонного сока. Отправьте в емкость 1 зубчик чеснока, по половине чайной ложки паприки, лучше копченой, и тмина. Посолите и поперчите будущую заправку. Теперь нужно тщательно смешать все при помощи погружного блендера до полной однородности. На этом этапе можно ввести еще немного воды, добившись наиболее удобной консистенции. Заправка должна получиться по густоте примерно как сметана. К 50 граммам греческого йогурта или нежирной сметаны добавьте 50 граммов обычного йогурта или кефира. Влейте в заправку 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса, у меня как раз уксус домашний, а также 2 столовые ложки растительного масла. Приправьте заправку солью и перцем. Раскрошите в соус сыр с синей плесенью. Если вы хотите чувствовать кусочки сыра в готовой заправке, не крошите сыр слишком мелко. Кусочки еще немного распадутся во время перемешивания заправки, растворяясь в ней. Перемешайте соус до однородности, и если у вас есть время, отправьте его на час-другой в холодильник, чтобы сыр обогатил своим ароматом всю заправку. Так она получится максимально насыщенной по вкусу. Авокадо аккуратно выскоблите в емкость для смешивания. Я предварительно надрезаю мякоть, чтобы было удобнее, но когда авокадо максимальной степени зрелости, чайной ложки для извлечения мякоти будет достаточно. Добавьте к авокадо 2-3 столовые ложки холодной воды, 3 столовые ложки лимонного сока, а также 3 столовые ложки растительного масла. Теперь пришла очередь специй, которые придадут соусу яркий вкус. Всыпьте пол чайной ложки сушеного чеснока и четверть чайной ложки молотого кориандра, а также приправьте заправку солью и перцем. Погружным блендером пробейте соус, добившись максимальной гладкости и однородности. Отрегулируйте густоту соуса при помощи добавления воды. Как и в предыдущем рецепте, густота заправки должна быть примерно как у сметаны.